Так, доброе утро. Ну что же, я проверил домашнее задание, все комментарии на почте, у кого они есть, у кого были вопросы. М, Если есть какие-то вопросы дополнительные, пишите на почту или в чат, я их прокомментирую. Сегодня у меня каких-то общих комментариев по домашнему заданию нету. В общем, все поработали, все молодцы. Единственное замечание, оно касается оформления кода. А, При решении задачек обязательно старайтесь следовать тем общим правилам набора кода, программирования на Java, которые мы с вами отмечали. И самое главное, это, конечно, именование элементов программы, методов, полей, классов. То есть старайтесь соблюдать правила именования. А именно, методы должны начинаться с маленькой буквы. То есть старайтесь оформлять решения, все-таки опираясь на правила оформления синтаксиса. То есть в лабораторных работах намеренно все написано несколько неаккуратно. Старайтесь аккуратно оформлять решение задач. Если кто-то будет решать дополнительные задачки, которые я вам предлагал, упражнения про точку, там про рациональную дробь, если будут какие-то вопросы, тоже присылайте. Я посмотрю, отвечу, прокомментирую. Ну, мы с вами начинаем. Сегодня у нас с вами предпоследнее занятие в курсе. Сегодня мы с вами начинаем разбирать уже технологии языка программирования Java. То есть сегодня мы с вами не будем говорить про непосредственно синтаксис. В основном новых синтаксических конструкций мы с вами сегодня не увидим. Весь синтаксис Java мы с вами уже разобрали на протяжении 3 занятий. И сегодня мы с вами поговорим про уже технологии, то есть всевозможные инструменты, классы, решающие задачи. Сегодня мы с вами попробуем попрограммировать уже не создавая полностью с нуля весь код свой, а будем пользоваться готовыми классами в Java для того, чтобы вы посмотрели, насколько на самом деле несложно выучиться использовать готовые библиотеки. И сегодняшняя лабораторная работа будет тоже этому посвящена. Вам нужно будет, как обычно, традиционно при помощи вордовского документа написать программу по сбору некой статистики в текстовом файле. Что это будет за статистика, что за задачу вам предстоит решить, я перед лабораторной работой сегодня опишу. Потому что сама по себе лабораторка не описана, описано только ее решение и логика решения, как обычно. Чтобы вы понимали, в чем заключается задача, я ее сегодня расскажу. Завтра мы с вами договорим о некоторых технологиях Java. Это прежде всего понятие о интерфейсах. Еще раз мы к ним вернемся. Сегодня мы будем с ними работать, но будем работать с готовыми интерфейсами. А завтра, если будет такое желание, мы с вами разберем, как создаются свои интерфейсы. На самом деле нам завтра придется создавать свои собственные интерфейсы, хотите вы этого или нет. Но если будет желание, я могу показать, разобрать какие-то примеры по работе с своими собственными интерфейсами, если это интересно. Единственное, что если мы с вами будем создавать интерфейс, то, понятное дело, ни один стандартный класс Java знать о нем не будет, и нам придется еще и класс какой-то разрабатывать. Посмотрим, если будут какие-то на эту тему вопросы, мы с вами это разберем. Вот, по большому счету, да. И, соответственно, завтра мы с вами разбираем понятие о паттернах проектирования, о общепринятых практиках, то есть некие универсальные алгоритмы решения задач на Java. Это вот то, что нам с вами осталось. Напоминаю, что сегодня у нас с вами заключительная работа в курсе, лабораторка, которая у нас с вами будет завтра, мы проведем, если время останется. Если нет, она останется для самостоятельного решения. Опять же, кто ее сделает, присылайте мне на почту. Кто будет дальше продолжать обучение на 2 курсе Java, который у меня стартует на следующей неделе, и вроде что-то там еще по выходным должно быть, пока не знаю, можно будет показать решение 5-й лабораторной работы дальше на следующем курсе. А мы с вами начинаем.
Давайте откроем наш с вами вчерашний пример про ящик, который мы полностью разобрали вчера. И на базе этого примера разберем ряд полезных, интересных технологий языка программирования Java. То есть откройте, пожалуйста, наш с вами вчерашний код. Мы сегодня с ним поработаем. Первая тема нашего с вами сегодняшнего занятия, сегодня у нас с вами их будет несколько, это особые классы языка программирования Java. То есть мы с вами говорили про особые методы, про конструкторы, статические методы, финальные методы, поля, то же самое. А вот сегодня поговорим о специальных классах. Ну и давайте вспомним наше с вами второе занятие в курсе, то, что было во вторник, когда мы с вами разбирали вспомогательный класс, класс-тест, помните, который мы писали в том же самом файле, в котором у нас был с вами основной класс, public класс. Вспомогательные классы, они, как правило, используются для написания вспомогательного, собственно говоря, кода для основного класса. Обращаться к вспомогательным классам снаружи нельзя, они недоступны. И используются исключительно для реализации логики, сложной логики класса, когда один и тот же класс пишут несколько человек. Но что такое вспомогательный класс? Что такое класс, стоящий отдельно от другого основного класса? Это формальная конструкция, которую можно использовать саму по себе, без основных данных. Это не всегда здорово, потому что зачастую ломает логику и правильное понимание структуры соответствующей программы. Дело в том, что очень часто библиотеки объектно-ориентированные привязаны не к друг другу, а к той логике, к тем задачам, которые внутри этих библиотек описаны. И вот, например, у нас с вами, если вы помните, в конце вчерашнего занятия был вопрос. Вот мы с вами написали класс Box, который реализовывал интерфейс Comparable для того, чтобы ящики, объекты класса Box можно было сравнивать друг с другом, что мы с вами реализовали в main, где мы научились сортировать ящики по объему и печатать их на экране. Но напоминаю, небольшой проблемой было то, что сортировка ящиков по объему не всегда красивая. Ну вот в моем случае для удобства чтения информации о ящиках мне бы, например, хотелось бы, чтобы ящики были отсортированы по стороне А. Не 2, 10, 1, а 1, 2, 10. Ну, так читать будет красивее. Но при этом понятное дело, что все зависит от задач. И могут быть такие ситуации, когда нам с вами нужно одновременно сортировать ящики и по объему, и по стороне А, и, может быть, по стороне Б. То есть могут быть такие задачи, когда законов сортировки данных может быть несколько. Ну, это логично. Все зависит от того, что будет нужно программисту. Помните, да, что когда мы занимаемся объектно-ориентированным программированием, мы думаем не о себе, а о тех людях, о тех программистах, которые придут после нас и будут использовать наши библиотеки. То есть мы с вами учимся именно библиотеки создавать. Ну и вот, допустим, у нас с вами есть класс Box, тот, который мы с вами написали вчера, полностью рабочий, полностью настроенный. И вдруг появляется такая задача, что а давайте помимо возможности сортировки ящиков по объему, то, что у нас с вами было реализовано в методе compare_to, мы с вами будем сортировать ящики по стороне А. Ну и здесь, прежде чем мы с вами пойдем дальше, нам нужно с вами будет немножко дописать main. Но сначала задача понятна, чего я хочу достичь. Вопросы есть какие-нибудь? Нет вопросов. Замечательно. Тогда давайте кое-что в main допишем. Давайте оставим сортировку ящиков по объему. Вот эту вот сортировку. Это у нас с вами сортировка по объему. Ой. Давайте добавим еще одну сортировку. Сортировку ящиков
другим способом. Сортировать ящики я, конечно же, буду, используя встроенный алгоритм сортировки из класса Arrays, из класса утилиты Arrays. Ну а дальше посмотрите, пожалуйста, внимательно на подсказку, которая у нас с вами появляется. Какой в этой подсказке есть интересный метод? Понятно, что здесь в основном в подсказке все методы сортировки привязаны просто к разным типам данных в массиве для того, чтобы проводить сортировку быстрее. Есть другие виды сортировок. Вот какая сортировка здесь есть интересная? В этом списке. На самом деле эта штука полностью иллюстрирует ту картинку, которую мы с вами рисовали вчера. Про прошлое, настоящее и будущее, про 3 времени программирования. Какой здесь есть интересный? Да, совершенно верно. Здесь есть очень интересный метод с компаратором. Вот он. Что такое компаратор? Давайте посмотрим в подсказке. Когда у нас появляется подсказка про компаратор, если мы ее с вами прокрутим... Так, потерял. Где она? А, вот на самом верху. Можно кликнуть в подсказке по ссылке и открыть, что такое компаратор. Пожалуйста. Компаратор – это, видите, даже название есть специальная аннотация. Functional Interface, функциональный интерфейс. То есть компаратор – это интерфейс. Помните, мы с вами вчера сказали, что слова, заканчивающиеся на able в английский момент в какой-то момент кончились, и интерфейсы теперь называются как угодно. Но меня интересует даже не то, что такое компаратор, не то, что это интерфейс. А прочитайте, пожалуйста, описание компаратора, которое написано чуть ниже. Ну, вопрос к тем, кто знает английский. Что там написано в самом начале? Это очень интересная штука. Что такое компаратор? Ну, что, английского никто не знает? Функция. Вот именно. Очень странная штука, правда? В описании интерфейса написано не для чего этот интерфейс нужен, не для чего он был придуман, не что он из себя представляет, а написана очень странная вещь. Function. Компаратор – это функция сравнения. О чем идет речь? Речь идет о том, что если я решил научиться сравнивать ящики, то мне совершенно не обязательно программировать в самих ящиках закон их сравнения. Я могу описать компаратор, который будет обеспечивать закон сравнения ящиков. То есть, если у меня уже реализован какой-то интерфейс в классе, я не имею права реализовывать его еще раз. Если я уже реализовал интерфейс comparable для сравнения ящиков по объему, мне запрещено реализовывать интерфейс тот же самый еще раз для сортировки ящиков каким-то другим способом. Мне нужен другой интерфейс. Для этого и используется интерфейс компаратор. Вот только почему написано, что это функция. А вот тут давайте вспомним картинку, которую мы с вами рисовали. Как вы помните, в программировании есть 3 момента времени, да? И вот представьте себе, что люди, которые программировали в настоящем, как мы с вами пишем код, то есть, ну, напоминаю, все программисты, они всегда находятся в настоящем. Они запрограммировали вот в этом месте алгоритм сортировки. То есть здесь была написана сортировка. Но сортировка универсальная. Закон для сортировки данных, в нее можно передать по указателю. То есть в том числе из будущего, вот отсюда в сортировку можно передать, как именно данные будут сортироваться. Как передать закон сортировки? Опять же вспоминаем язык C.
по указателю на функцию. То есть внутри метода sort оставлена лазейка. Мы с вами, запрограммировав закон сравнения объектов, ну, как их выстраивать по порядку, можем передать в эту специальную версию функции сортировки свой собственный закон сортировки. Эта функция будет его вызывать и сортировать ящики так, как нужно нам, дополнительно, возможно, к той логике, которую мы уже описали. Вот только в чем здесь фокус? Фокус в том, что все подобные задачи во всех языках программирования всю жизнь всегда решались только одним способом – через указатель на функцию. Но в Java нет ни указателей, ни функций. В Java есть только методы. Ну а дальше вспоминаем 3 закона, грубо говоря, программирования на Java. Что делать, если мы что-то не понимаем? Первый закон – нажимать Ctrl-пробел. Появится подсказка. Второй закон – ставить точку, читать описание. А третий закон какой? Если совсем ничего не помогает, что надо сделать? Да, создать новый класс. Совершенно верно. И вот здесь эта логика раскрывается полностью. Логично, что в программировании нужно очень часто в ранее написанную, в уже существующую логику передавать логику, написанную позже. Делается это через указатели на функцию. То есть мы оставляем возможность передать кусочек логики программисту из будущего, он ее заменяет. То есть как бы в нашей программе есть участок кода, который любой программист может подменить. Подменить своим, более качественным, более нужным, более правильным, более новым кодом. Это механизм полиморфизма, который мы с вами разбирали. И в интерфейсах этот механизм продолжает работу. Если автор функции sort, которую мы с вами собираемся использовать, оставил внутри функции sort не заполненный кусочек кода, соответствующий закону сравнения, он там оставил указатель на функцию. Вот только мы не можем создать ни указатель, ни функцию. И что нам придется делать? Нам придется исключительно ради того, чтобы вот в этот особый вариант функции sort передать закон сортировки ящиков, создавать новый класс. И здесь появляются, я все время забываю, то ли 6, то ли 7 способов решения этой задачи. Мы их сегодня все с вами разберем. Это и есть специальные классы Java. Как мне кажется, придуманы они были от безысходности. Ну, то есть создатели Java выкинули, как мы с вами говорили, все лишнее, потом дошли вот до этого места и схватились за голову. Черт возьми, а как мы будем передавать логику в код, если мы убрали эту лазейку? Ну и дальше полезли технологии. Собственно говоря, это внутренние, статические внутренние, локальные, анонимные классы и лямбда-выражения. 6 технологий. Давайте все эти технологии в нашем с вами примере разберем. Итак, моя задача заставить работу вот этот вот вариант функции sort. Функцию sort с 2 аргументами. С массивом, который она должна сортировать, и с законом сравнения, с компаратором. С функцией, это действительно будет класс, который создается только ради функции, который будет описывать, как сравнивать объекты. Для того, чтобы мы могли убедиться, что этот кусочек кода будет работать, нам с вами нужен будет цикл for each, такой же, как сверху. Просто чтобы мы могли проверить, что у нас будет работать и сортировка по объему, и сортировка по стороне А. Наша задача научиться сортировать ящики по стороне А, ну и гипотетически по любым другим законам, для чего нам придется создавать специальные классы. Все 6 вариантов решения задачи мы с вами разберем в одном коде. Поэтому, чтобы иметь возможность к ним вернуться и не запутаться в них, я настоятельно всем советую комментировать тот код, который мы будем создавать. То есть не просто, естественно, комментировать те кусочки кода, которые мы уже проверили и не будем использовать, а еще и снабжать их комментариями. Причем мы с вами будем программировать и класс box, и главный класс, поэтому обязательно пишите комментарии, что это там первый вариант решения задачи, класс такой-то.
Просто чтобы у вас в одном примере были собраны все технологии, и вы при желании самостоятельно могли вернуться к любой из них и проверить работу этих технологий. Вот что мы, собственно говоря, с вами сегодня будем разбирать в первую очередь. Ну что ж, давайте программировать. Для этого вернемся в класс Box. Ну и тут сразу появляется вопрос, а можно ли для того, чтобы описать закон сортировки ящиков, создать класс отдельный от класса Box? Могу ли я запрограммировать логику сравнения ящиков в еще одном файле, в еще одном обычном файле Java в виде основного класса? Могу ли я это сделать? Да, естественно, никаких вопросов. Так сделать можно, и так иногда делают в зависимости от задач, но мы так делать не будем. Почему? Потому что наша с вами идея научиться сортировать ящики каким-то вторым способом, не трогая первый, не ломая то, что уже написано, привязана накрепко к ящикам. А если мы с вами опишем эту штуку как отдельный класс, то появится вопрос. Фактически мы с вами сможем создавать экземпляры класса, который будет отвечать только за сортировку ящиков, без самих ящиков. Как-то это не очень логично, правда? Если у меня есть main, и я в нем объявил экземпляр класса сортировать ящики по стороне А, и при этом у меня в main нет ни одного ящика, я это зачем сделал? Где логика? Поэтому обычно вспомогательные все вот подобные вещи, которые помогают основным классам работать, они являются абсолютно самостоятельными технологиями, в виде отдельных классов не пишут. Дело не в лишней трате памяти, дело в смысле. Смотрите, вы создаете main, объявляете в main экземпляр класса сортировать ящики по стороне А. При этом в main у вас ящиков вообще нет. Вы зачем создали экземпляр первого класса? Где логика? То есть вы собирались сортировать ящики по стороне А, ящиков у вас нет. Вы зачем создали объект класса сортировать ящики? Ну, то есть это, знаете, это вот ходить круглый год в резиновых сапогах, потому что пару дней в году идет дождь. Ну, где логика? То есть здесь именно смысл какой? Если у нас с вами вспомогательный класс привязан к логике какого-то класса, зачем нам объявлять его отдельно? То есть можно, конечно, но так делать не принято, потому что пользоваться такой библиотекой становится сложнее. Помните, мы с вами говорили еще на основах программирования, что такое структурные и объектно-ориентированные библиотеки. Структурные библиотеки легко создавать, но сложно использовать, потому что надо знать, как ими пользоваться. А объектно-ориентированные библиотеки, наоборот, сложнее создавать, потому что надо все предусмотреть, продумать логику. Объектно-ориентированной библиотекой программисту, пользующемуся вашей библиотекой, должно быть легко пользоваться. Он не должен задумываться, а вот я создал экземпляр класса сортировать ящики по стороне А чего они у меня ничего не сортируют? С чего он должен знать? Ну, да, понятно, что, с одной стороны, без логики жить тяжело, но тем не менее. С чего должен знать этот человек, что вот я... что нельзя просто так сортировать ящики, если ящиков нету. Поэтому так делать не очень принято. Можно ли объявить сортировку ящиков в виде вспомогательного класса? Могу ли я взять вот мой файл box и вот здесь вот с новой строчки объявить вспомогательный класс для сортировки ящиков по стороне А? Можно ли так поступить? То есть у нас с вами вспомогательный класс ведь накрепко завязан на файл, в котором написан, правда? Поэтому здесь мы проблему того, что со вспомогательным классом можно будет работать без основного класса, обойдем. Мы не сможем обращаться к вспомогательному классу, пока к боксу не обратились. Можно ли так поступить? Можно ли описать сортировку ящиков в виде вспомогательного класса? Вот. Это вот очень важный вопрос, на самом деле, Сергей.
Все понимают, что если мы опишем эту логику, делать это, конечно, можно в виде вспомогательного класса, то есть один вопрос. Что если, опять-таки, программист, который придет после нас, решит воспользоваться нашей библиотекой? Когда мы используем библиотеку снаружи, вне пэкэджа библиотеки, в своем коде, в своем мейне, то есть используем чужую, скачанную из интернета там, или еще откуда-то библиотеку, у нас будет доступ к вспомогательным классам. Снаружи файла мы только какие классы видим? Только те классы, которые объявлены как public класс, правда? Те классы, название которых совпадает с файлом. Снаружи библиотеки вспомогательные классы будут недоступны. Поэтому пока вы программируете в рамках пэкэджа, задачи же разные бывают, конечно, можно описать дополнительную логику на уровне вспомогательного класса. Вот только снаружи вы к этому классу не обратитесь, поэтому написать можно, а пользоваться будет нельзя. Таким образом, создавать, решая эту задачу, отдельный класс смысла не имеет. Создавать вспомогательный класс можно, но с ним неудобно будет и, в общем-то, по большому счету, снаружи невозможно работать. Поэтому остается первый вариант, первый специальный класс Java, а именно, где мы с вами еще не пробовали создавать классы. Мы с вами пробовали на самом первом занятии создавать класс вспомогательный, класс тест внутри уже существующего кода. Мы с вами создавали несколько раз классы в отдельных файлах. Да, сегодня давайте мы с вами попробуем создать класс внутри класса. Обязательно убедитесь, что у вас фигурные скобки правильно расставлены, что вы не ошиблись, и будете объявлять класс там, где надо. Нам необходимо объявить новый класс внутри фигурных скобок, описывающих класс. И так как этот класс будет, естественно, привязан к классу box, то добавлять box в его название не нужно, мы его назовем просто compare by a. Естественно, так как класс, который мы объявляем, является членом, элементом внешнего класса, мы можем указать область видимости. Паблик, конечно же. Чтобы все, кто хочет, мог обращаться к нашему классу, но, естественно, через класс box. Все понимают, что вот такой вот класс, объявленный внутри внешнего класса, доступ к нему можно получить только через box. А значит, мы с вами обходим отсутствие логики в том, что у нас закон сравнения ящиков отделен от ящиков, и обходим ту проблему, что вспомогательные классы никто не видит снаружи. При этом это полноценный класс, он будет просто объявлен внутри другого класса. Такие классы на английском языке называются inner классами. То есть, в переводе на русский, внутренними классами. Но вот здесь терминологии нужно быть очень аккуратным. Дело в том, что в русскоязычной литературе вместо банального в лоб перевода этих терминов очень часто в учебниках используют специальные термины. Внутренние, вложенные, встроенные классы. Чтобы у нас с вами не было путаницы в этих, в общем-то, по большому счету одинаковых словах, я буду использовать англоязычную терминологию и ее перевод на русский язык. Таким образом, то, что мы с вами сейчас объявили, обязательно добавьте комментарий, как договаривались, да, все технологии обязательно комментируем, чтобы не запутаться дома, не запутаться потом при самостоятельном разборе примеров. Это первый вариант решения задачи про сортировку ящиков. Это внутренний или inner класс. Как к этому обратиться из мейна, чуть позже к этому вернемся. Ради чего мы создаем этот самый класс? Чаще всего внутренние классы создаются ради дополнительной реализации интерфейсов. Поэтому первое, что мы пишем, это implements. Ради какого интерфейса мы создаем внутренний класс? Зачем мы городим этот огород? Не, comparable интерфейс мы уже реализовали. Ящики сравнивать мы умеем через объем.
я хочу добавить дополнительный закон сортировки для сравнения ящиков по стороне А. Ради какого интерфейса это все затевается? Да, чтобы сравнить по стороне А. Ради какого интерфейса мы это все затеваем? Нет, нет, нет. Речь идет не о методе compare_to. Метод compare_to мы уже запрограммировали. Боксы уже умеют сравнивать друг друга по объему. Мы уже умеем выстраивать боксы по возрастанию объема. Речь идет о другом законе сортировки. Ну, давайте еще раз вернемся в main. У нас с вами уже есть возможность вызывать метод sort для класса arrays, для того, чтобы сортировать ящики по объему. Этот код у нас работает, мы его с вами еще вчера написали. Для проверки того, что у нас ящики корректно сортируются и все в порядке, и все, что нужно, работает, у нас с вами есть цикл, который выводит ящики на экран, все здорово. Но появляется новая задача и новый вопрос, а именно, я бы хотел научиться сортировать ящики не по объему, а по стороне А. При этом, естественно, сохранить работоспособным вот этот кусочек кода. То есть я хочу, чтобы ящики можно было сравнивать по стороне А и по объему одновременно. Поэтому, естественно, перепрограммировать вот этот метод, который у нас с вами есть, то, что мы вчера написали, и повторно реализовывать интерфейс я не могу. Повторно реализовать тот же самый интерфейс нельзя, потому что метод будет точно таким же, с таким же названием, это недопустимо. А значит, мне нужно придумать какой-то другой способ, как научить язык программирования сортировать ящики по стороне А. Для этого я хочу воспользоваться особым вариантом метода sort. Методом со вторым аргументом. У метода sort есть несколько вариаций, в том числе метод сортировки с компаратором. Что такое компаратор? Функция сравнения, абсолютно верно. Почему компаратор, который на самом деле является интерфейсом, назван в подсказке функцией сравнения? Ну, мы с вами это разобрали минут 15 назад, вопросов не было. Соответственно, почему интерфейс компаратора называется функцией, хотя он вроде бы интерфейс? Мы с вами даже картинку на эту тему нарисовали, посмотрите на нее еще раз. Итак, почему компаратор, который на самом деле является интерфейсом, назван в подсказке функцией? Санан, вы простой вопрос объяснили так, что я вообще ничего не понял, и у меня появилась куча дополнительных к вам вопросов. А что такое глобальная сортировка? Никогда не отвечайте на вопрос так, чтобы у человека, который у вас этот вопрос задает, появился соблазн спросить у вас еще что-нибудь. Это великий закон сдачи зачетов и экзаменов в ВУЗе, да? Когда вы устраиваетесь на работу, нужно стараться говорить минимально. Total ordering. Нет, это как у нас в стране пытаются перевести американскую конституцию на русский язык. Да? Что такое национальное государство, не понимает никто. Потому что nation в Америке это совершенно не то, что nation в переводе на русский язык. Кто не в курсе, United States of America это Соединенные Государства Америки, а не Штаты. Штаты это вообще не понятно, что такое.
Так что нет, здесь перевод на русский язык не работает. Для чтения всей этой документации надо знать технический английский. Забавный случай из моей практики. В математике есть такое понятие в серьезной геометрии, как hyperplane, гиперплоскость. Угадайте, как термин hyperplane переводит любой переводчик. Там, я уж не говорю про всякие дебильные промпты, но даже там хороший переводчик Гугла сначала напишет гиперсамолет. Не-не-не. Здесь нужно именно вспомнить то, что мы с вами разобрали. Ну, я же всегда спрашиваю, да, вопросов нету, если вопросов нет, мы идем дальше. У вас вопросов не было, соответственно, почему интерфейс компаратор, который интерфейс, называется функцией? Ну, простой вопрос. Мы же с вами только что разобрали. А если было что-то непонятно, то надо было спросить. А теперь вы все знаете? И, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Почему компаратор – это функция? Почему компаратор – это функция? Ну, если вопросов не было, то что такое компаратор? Ну, да, компаратор в переводе с английского это, ну, не сравнитель, сравниватель. То есть у нас есть comparable интерфейс, это сравниваемый объект, правильно? Интерфейс нам говорит о том, что наличие интерфейса, что объекты можно сравнивать. Ну, мы об этом вчера говорили, не будем сейчас тратить на это время. Сегодня мы хотим разобрать инструменты Java по возможностям дополнительной сортировки объектов. То есть, когда уже все вроде отсортировано, а нам нужно дополнительно что-то как-то отсортировать. И вот, соответственно, появляется вопрос, что такое компаратор? Да, компаратор абсолютно верно, мы об этом говорили, совершенно правильно, Сергей. Компаратор – это интерфейс, который заменяет закон сравнения объектов. То есть, как вот мы рисовали на картинке про прошлое, настоящее, будущее, да? Мы всегда с вами программируем в настоящем, но можем дать лазейку для программиста из будущего, чтобы он нам с вами какую-то логику передал. То есть мы можем дать возможность программисту, который будет после нас что-то делать, передать закон сравнения объектов в наш код. Что такое закон сравнения? Со времен языка C ничего не поменялось. Закон сравнения – это функция. Для того, чтобы описать какую-то логику на любом языке программирования, мы создаем подпрограмму. Неважно, объектно-ориентированное у нас программирование, структурное, всем плевать. Мы создаем подпрограмму, функцию или процедуру. Ну, процедуры у нас нет, поэтому функцию. Поэтому компаратор – это функция. При помощи компаратора мы передадим мы с вами передадим в метод sort свой собственный закон сортировки массивов. То есть, для того, чтобы вот этот вот второй вариант функции sort работал, да, который у нас с вами сейчас вот отмечен, где вот эта буква C стоит подчеркнутая, которую мы с вами не знаем пока, как реализовать, мы должны создать дополнительный класс. Почему? Потому что реализовать интерфейс можно только в классе. Ну, так устроено. В Java нет понятия функций. Мы обязаны привязывать функции к классам, то есть они обязаны быть методом. Нам с вами придется реализовать класс, создать класс, реализующий интерфейс компаратор. Класс не может быть в отдельном файле, потому что теряется смысл. Зачем нам отдельный класс для сортировки ящиков? Класс не может быть вспомогательным, потому что таким классом нельзя будет пользоваться снаружи. Все, что объявлено как вспомогательное, снаружи пэкэджа недоступно. Поэтому мы с вами придумали, для того, чтобы у нас был доступ, и чтобы можно было обращаться к объекту, и чтобы не было подобных ограничений и проблем с логикой, объявить класс, который будет реализовывать сравнение объектов, дополнительное, специальное, внутри основного класса box. Ну, это логично. Если у меня класс box умеет сортировать сам себя по объему, а мне нужно добавить закон сортировки ящиков по стороне А, я это реализую в дополнительном классе, который привязан к классу box. Для чего мы с вами начали программировать внутренний класс. То есть класс, который будет реализовывать этот самый дополнительный закон сортировки. Внутренний или inner класс. Для чего мы его создаем? Для реализации интерфейса, для того, чтобы запрограммировать в нем эту самую дополнительную сортировку. То есть, какой интерфейс должен реализовывать класс comp by A? Специальный дополнительный класс внутри бокса. Ну и, понятное дело, таких классов можно создать сколько угодно. Compare by B, compare by C, все что угодно. Компаратор, конечно, естественно.
Этот класс мы создаем исключительно ради реализации интерфейса компаратор. И вот это то, о чем я говорил, что мне кажется, это вот все, что мы сейчас будем разбирать, было придумано из-за безысходности. То есть функции убрали, потом оказалось, они нужны, а вернуть их уже не смогли. И полезла вот эта вся штука. Итак, исключительно ради того, чтобы передать просто функцию в закон сортировки ящиков, дополнительную, новую, вторую, у нас одна уже есть, compare-to, нам нужен новый класс. Ну вот так. То, о чем мы говорили, если ничего не подходит, ну, создаем новый класс. Поэтому здесь мы с вами будем реализовывать интерфейс компаратор. Обратите, пожалуйста, внимание, что непосредственно в самом языке Java интерфейс только один. То есть о проблеме, которую мы с вами сейчас обсудили, создатели Java даже не сразу поняли. То есть эту проблему они увидели потом. То есть в языке Java, в самом языке нет компаратора. Поэтому нажимаем Ctrl-пробел еще раз, и вот он, появляется компаратор. Тоже интерфейс, ну, как видите, иконка с гантелькой, значит, интерфейс, который, если промотать подсказку, появился в Java, смотрите, только в версии 1.2. Напоминаю, первая версия Java была 1.0, потом вышла 1.1, потом вышла 1.2, которая почему-то стала называться вторая Java. То есть напоминаю, что Java 8, 10, это Java 1.8, 1.9, 1.10 и так далее. То есть то, что у нас будут проблемы со сравнением объектов, программисты, создатели Java поняли только когда уже прошла вторая итерация обновления языка программирования. Ну, кто его знает, почему так произошло. Может, хотели побыстрее технологию придумать, может, решили сэкономить. Вам еще об этом расскажут в начале второго курса, но изначально Java создавали так, чтобы она была потокобезопасна. То есть, чтобы она всегда корректно работала в случае многопоточного кода. А потом оказалось, что это медленно, и потоконебезопасный код пришлось обратно возвращать. Таким образом, компаратор у нас с вами сидит в пэкэдже util, то есть вот импорт появился, и был придуман сильно позже. И нужен только лишь для того, чтобы передавать функции законов сравнения в метод сравнения. Криво, вопросов нет. Согласен, криво. Вариантов других нету. Хотите, чтобы этой кривизны не было, пишите на C++. Это гибридный язык. Там все будет красиво. Там и указатели есть. Только программировать в разы сложнее. Но это как знаменитая картинка, что Python — это джедайский меч, крутая штука, но фиг поймешь, как им пользоваться. Java — это японская катана, универсальный, замечательный инструмент, такой же, как джедайский меч, только пользоваться попроще. Язык C++ — это добротный немецкий двуручный меч, который вообще никогда не ломается и абсолютно универсальный. Ну, а язык C — это дубина с гвоздями. Итак, дальше. Что вот это за запись? Еще раз давайте об этом поговорим. Мы об этом вчера буквально пару слов сказали, поэтому давайте еще раз поподробнее. Запись в угловых скобках — это параметризация. Я забыл, я это уже спрашивал. C++ из присутствующих кто-нибудь знает? Хотя бы чуть-чуть. Никто, да? Ну, тогда смотрите, тогда простыми словами. Все-таки кто-то чего-то знает. Ну, тогда вспоминайте понятие шаблона, темплейта. Итак, что такое запись в угловых скобках? Смотрите. Давайте вернемся на секунду в наше с вами вчерашнее занятие. Какие данные может сортировать метод пузырька, который можно сравнивать и присваивать? Верно. То есть мы с вами можем запрограммировать метод пузырька так. Мы его напишем универсально, не привязываясь к интам, флотам, чарам, мы просто скажем универсальный метод сортировки. В него можно передавать любые данные, главное, чтобы их можно было сравнивать и присваивать. То есть мы пишем один раз метод сортировки, ну, точно так же, как вот эта штука была один раз давным-давно написана. А дальше говорим. А вот для того, чтобы сортировать, нам нужны просто данные,
которые можно сравнивать и присваивать. То есть мы вводим параметризацию. Мы с вами знаем, что функции, методы, неважно. В программировании прежде всего зависит от значений, правда? То есть если мы создаем с вами функцию сумма, то она будет складывать те числа, которые мы в нее передадим. Хотим сложить 2 и 5, результат будет 7, хотим сложить 1 и 2, результат будет 3, ну и так далее. А можно пойти чуть дальше. Можно создать код, который будет параметризован еще и типом данных. То есть хочу, сравниваю данные такого-то типа с таким-то типом, хочу, работаю с такими-то данными. Generic. Generic в переводе с английского «обобщенный». Запись в угловых скобках позволяет создать так называемый обобщенный код. То есть универсальную реализацию некой логики для всех классов указанного типа. Почему компаратор параметризован объектом? Потому что компаратор создавался хоть и не в первой версии Java 1.0, а в третьей формально 1.2. Но он создавался очень давно и задолго до нас с вами, правда? Поэтому откуда создатели компаратора знали, что мы вот захотим боксы сравнивать? Поэтому они реализовали компаратор, параметризованный чем? Ну, той ссылкой, тем объектом, который в любом случае мы с вами можем использовать, к которому в любом случае можем привязаться. Это объект. Но то, что я вчера не показывал, это сами не делайте, просто ко мне посмотрите. Что будет, если я сейчас реализую все методы интерфейса компаратор? Смотрите. Кликаю по лампочке, реализовать методы и, пожалуйста. Сравнение объектов. Почему так получилось? Потому что компаратор был создан давно и был создан универсально. Он был создан для сравнения данных по ссылке через объект. Но что мы с вами собираемся сравнивать в методе compare by A? Боксы. Сравнивать мы с вами будем боксы. Для того, чтобы сравнивать инты, в Java вообще ничего сделать нельзя, потому что int — это дата-тип, его нельзя будет использовать в этом программировании. Поэтому сравнивать мы будем боксы с боксами. Еще раз. Зачем мы реализуем класс compare by A? Зачем мы с вами реализуем класс compare by A? Чтобы иметь возможность сравнивать дополнительные ящики, правильно? Что мы будем сравнивать при помощи этого дополнительного класса? То есть понятно, что сравнивать ящики мы можем там по стороне А, по стороне Б, мы можем создать класс compare by A, можем создать класс compare by B и так далее. Но что мы будем сравнивать? Сами ящики, конечно. Помните наш с вами пример с точкой? Почему сложение точек получало в качестве аргумента точку и возвращало точку? Потому что, а зачем мы создаем класс, если мы не можем им пользоваться? Поэтому сравнивать мы будем, конечно же, ящики. А поэтому можем мы с вами уточнить параметризацию? Или нам обязательно сравнивать объекты? Нет, мы можем ее уточнить, так как делали вчера, когда вот здесь написали бокс. Мы будем сравнивать не объекты, а боксы. Мы будем работать со ссылкой типа бокс. При этом, если, например, мы от бокса унаследуем класс cube, кубик, ну, у которого все три стороны одинаковые, распространяться сортировка, ссылка, в которой объявлена как бокс, на наследные классы от бокса, на кубики, на кьюбы. То есть объект здесь был задан, потому что этот код был написан очень давно, и код должен был быть максимально универсальным. Но если я собираюсь работать с боксами, могу ли я, параметризовав компаратор через бокс, воспользоваться этим компаратором, если мне надо сравнивать боксы и кьюбы, ящики и кубики? Наследниками боксов. Это бокс с одной стороной. Да, бокс будет родителем, конечно. И, конечно, будет работать за счет чего? За счет полиморфизма. То есть, то, что написано в угловых скобках, это базовая ссылка, базовая параметризация, с которой мы работаем. То есть, если параметризовывать
через объект эту кухню, то мы гипотетически сможем сравнивать боксы со стрингами, с поинтами, которые программировали в прошлый раз, с любыми другими классами. Но зачем? Мы боксы сравниваем с боксами, поэтому запись в угловой скобке или generic — это обобщенная параметризация. Используется для того, чтобы интерфейс был дополнительно параметризован. Ну, чтобы мы знали, с какими данными мы работаем. Код ведь универсальный. Теперь кликаем по лампочке, реализуем абстрактные методы. В современных версиях NetBeans может появляться вот такое окошко, где надо выбрать, что реализовывать. Обычно в этом окне ничего трогать не надо. Вообще не знаю, зачем его добавили. Как правило, то, что в этом окошке предлагают реализовать, это очень сложные вещи. И в результате появляется вот такая вот реализация. Давайте от лишнего избавимся. И, конечно, переименуем ящики из O1 и O2 в B1, B2. У нас все-таки не объекты, а боксы. O1 и O2 это потому что изначально все для объектов программировалось. Почему у метода comp, у той самой функции, которую мы должны передать в сортировку, два аргумента? Ведь у comp to аргумент один, а здесь их почему-то два. Почему так получилось, что их две штуки? Нет, мы их не делаем, мы их реализуем. Абстрактные методы уже готовы. Кликните через Ctrl на компараторе. Вот как выглядит компаратор. Тут это один единственный метод. Ну, там еще есть всякие служебные вещи, плевать на них. Это и есть абстрактный метод. Мы его реализуем. То есть наша задача научить бокс сортировать себя по стороне А. Для этого мы реализуем интерфейс. Что значит реализуем? Программируем метод. То есть если уже кто-то создал абстрактный класс с абстрактными методами или создал интерфейс, в интерфейсе по умолчанию все методы абстрактные, ключевое слово default мы не разбираем, в баню его оно плохое и ненужное. Мы с вами реализуем интерфейс, то есть пишем логику. Помните, что такое интерфейс? Это разъем в коробочке. Можно ли взять пустую коробочку и вклеить в нее разъем HDMI? Можно. Один вопрос. Будет ли такая коробочка работать? Нет. Нужно разъем распаять, и дальше с ним можно будет взаимодействовать. Правильно? Правильно. Ну. Так что мы логику пишем. Да, нет, вопрос важный, хороший. Да, это сравниватель, мы в него передаем, что нужно сравнить. Верно. Почему аргументов два? Потому что когда мы вот здесь вот писали comparable интерфейс, мы сравнивали себя с правой частью. Помните, как add2, как distance to в точке. То же самое compare to. Мы себя, левую часть, сравниваем с правой. Это дополнительный новый класс. Поэтому он будет сравнивать два ящика. Здесь больше не будет понятия левого, правого слагаемого. То есть оно будет, но левый будет первым аргументом, правый будет вторым. Это дополнительный инструмент, дополнительная функция аргументов 2. Ну и что он должен вернуть? Ну, понятно, то же самое, что и сверху. Обратите внимание, что несмотря на то, что я вроде бы новый класс пишу, у меня есть доступ к А, Б и С, хотя они замочком помечены. Почему? Ну, понятное дело, если я программирую внутренний класс, у него, как у внутреннего класса, есть доступ в private внешнего класса. Мы же его внутри пишем. Все честно. Очень часто многие люди в этот момент спрашивают, а безопасно ли в подобном... Но в нашем случае и так годится. Все. С компаратором первым мы закончили. На самом деле, самую сложную часть мы разобрали. Дальше нам нужно будет... Да, я заметил, что со звуком что-то не то. Сейчас я проверю у себя. Так.
Так. Вроде все хорошо. На чем я остановился? Да. Самую сложную штуку мы разобрали. Дальше нам с вами нужно будет разобрать просто ли еще 5 аналогичных инструментов. Ну вот самое главное мы с вами разобрали. Да, и это, скорее всего, проблема на сервере. Это не с моей стороны. Есть такой момент, да. Ну, я слежу за звуком. Что-то не то. Итак, самое сложное мы разобрали. Нам с вами остается только разобрать просто еще 5 таких моментов. Но теперь важный момент. Ну, во-первых, есть ли вопросы по написанному коду? Безопасность. Да. Значит, смотрите. Очень часто спрашивают следующую вещь. Значит, еще раз, всем понятно, да, что если мы с вами создаем внутренний класс, то у внутреннего класса есть возможность обратиться к любому private элементу внешнего класса. То есть мы, конечно, с вами отдельный класс пишем, но этот отдельный класс привязан к внешнему классу. Поэтому у нас есть доступ в раздел private. Но что очень часто люди спрашивают? Не лучше ли будет ради безопасности, ради удобства и ради там проверки, логики все-таки обращаться через методы к полям? В сложных задачах, наверное, все-таки стоит. У нас с вами код простой, поэтому мы можем напрямую обращаться к полям, но всегда смотрите, что вы пишете. Если у вас в обращении к данным есть какая-то дополнительная логика, то здесь, конечно, лучше пользоваться геттерами. У нас сеттеров-геттеров нет. Мы с вами вчера договорились, что мы просто не будем их создавать, чтобы они не мешались. Но с формальной точки зрения их, конечно, создавать полезно. Просто у нас с вами в решении их нету. Вот такая вот логика. Поэтому, если вы хотите, вы в принципе можете обращаться напрямую к полям, напрямую по плохому. Еще вопросы? То есть мы с вами имеем полное право написать прямое обращение к полям, тем более, что методы у нас не описаны. Мы их решили не писать, чтобы код не был слишком длинным. Вопросов нету. Тогда, да. Да, public int compare – это то, что описано в компараторе, в интерфейсе. Это его логика. То есть у любого разъема, да, вспоминайте, вот я говорю, очень хорошая ассоциация, абсолютно жизненная, очень красивая, очень простая, про телевизор. У любого разъема есть описание его протокола, его формата, правильно? Есть USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, есть там HDMI такого-то формата, HDMI такого-то формата. Есть спецификация, описывающая каждый интерфейс. У нашего с вами интерфейса компаратор, эта штука тоже есть, это метод compare, ради которого все и затевается. То есть, на самом деле, вот этот весь огород, вот это все, написано только ради того, чтобы вот это работало. Это и будет та логика, которую мы передадим в сортировку. То есть вот исключительно компаратор, вот если говорить о конечной цели, помните, мы с вами говорили, что на Java не надо думать, надо видеть конечную цель. Конечная цель очень простая. Я хочу передать в метод sort, вот сюда, вот в этот метод sort, в особый вариант метода sort. Я хочу в него передать функцию сравнения ящиков. Это все, чего мне хочется. Просто в Java нет функций. И вот лезет вот эта вся ерунда. Еще вопросы? То есть это от безысходности. У нас функций нет, а они нужны. Я вообще, конечно, поражаюсь, как можно было придумать язык программирования без функций. Ну, окей. Хотели все сделать объектно-ориентированным, сделали. Только после этого такое началось, что... Да, вот именно, хоть так работает. Причем, понимаете, что самое удивительное, что Java тащат в сторону C++,
Ну, и C-Sharp, то есть туда добавляют то, что вроде как было, считалось типа, это не нужно. В C++, наоборот, добавляют инструменты, аналогичные Java и C-Sharp. То есть я более чем убежден, что если вот этот маразм дальше продолжится, то еще пройдет пара лет, и в итоге у нас будет такой кривой, кособойкий, как Quasimodo, язык программирования, который будет похож на все языки сразу, в котором весь инструментарий будет перемешан, и пользоваться которым будет просто невозможно. Ну, я еще расскажу сегодня про лямбда-выражения, мне они лично не нравятся. То есть я умею ими пользоваться, я ими пользуюсь, все ими пользуются, это реально красиво и удобно. Только в учебных целях я не люблю лямбда-выражения, потому что они делают код очень тяжело читаемым. Так, ну что ж, вопросов нет. Поэтому мое любимое упражнение. Ну, давайте я дам, например, 2 минуты. Попробуйте в мейне воспользоваться классом compare by A. Ну и как я обычно делаю во всех группах, давайте, например, с таким вот бонусом. А кто знает Java, естественно, кто уже это видел, кто уже такие вещи пробовал, на него этот бонус не распространяется. А всем остальным предлагается сделать следующее. За 2 минуты придумать, как воспользоваться нашим классом compare by A в мейне, и, допустим, кто придумает, тому зачет автоматом. Сразу скажу, что еще никто из тех, кто знал до этого Java, это не написал. В принципе, все логично, но код уж больно специфический. Итак, как воспользоваться свежесозданным классом compare by A в мейне? Кто придумает, личным сообщением пишите мне. В принципе, код логичный, но очень своеобразный. Одна минута прошла. Так, ну что ж, давайте писать вместе. Ну, я думаю, все догадались, как должен называться класс внутреннего класса. Как он должен называться? Давайте с этого начнем. Как должен называться класс, если он внутренний? Ну, только без квадратных скобок, правильно. Значит, box compare by A. Вот так вот будет называться наш с вами класс. Это абсолютно верно. Вот только как создать экземпляр этого класса? Ну, давайте я только не C буду использовать, как мне предложила автоматика, а CMP. Ну, сокращение от английского compare, да? Компаратор. CMP. То есть вот я хочу этот самый CMP создать. Как это сделать? Смотрите.
Многие наверняка пытались дальше написать new box.compare и вам говорили, так нельзя, правильно? Почему? Дело в том, что любой элемент класса может быть привязан либо к классу, либо к объекту класса. К классам привязаны только статические элементы класса. Все остальное привязано к объектам. Поэтому для того, чтобы создать компаратор, писать надо такой код. Сразу говорю, я его терпеть не могу, потому что, опять же, в учебных целях, в учебе этот код, он ужасен. Но на Java пишут именно так. Вот кому хочется увидеть, как на Java пишут, что называется welcome. Для того, чтобы создать компаратор, мы сначала создаем объект внешнего класса. Придется с какими-то параметрами его создать. Ну, я использую 000, чтобы не писать ничего. То есть мне нужен объект внешнего класса. Если внутренний класс объявлен просто как внутренний, то он привязан к объекту, и без объекта создать его будет нельзя. А потом я от объекта внутреннего класса, видите, new появилось. Создаю этот самый compare. А почему? Или здесь просто так, Да, здесь просто так. Дальше, к сожалению, NetBeans ломается. Здесь придется код писать руками. Слишком сложный для него код, он его не понимает. Ну вот как-то так. Согласитесь, что, в общем-то, догадаться до этого можно. Мы с вами отдельно говорили, что в программировании на объектно-ориентированных языках все привязано к объектам или классам. К объектам привязаны обычные элементы класса, к классам привязаны статические методы класса. Поэтому у нас с вами compare обычный класс, он привязан к объекту, поэтому сначала создаем объект, потом создаем объект, который нам нужен. Ну вот так. Естественно, это будет работать, но код совершенно чудовищный с моей точки зрения. Вот. Но привыкайте. Вообще, я очень не люблю вот этот вот подход типа «а как вы оформляете код?». Я когда вот участвовал в конференции, там было пленарное заседание, человек 400 на нем было, и, значит, специалист из Oracle показывал, как код на Java писать. Он, значит, написал какой-то код, там что-то с файлами была какая-то работа. Спросил у аудитории, кто так пишет. Там все подняли руки, он говорит, ну вы же понимаете, что это бред. То, что вот здесь ошибка, вот здесь вы синтаксисом неправильно воспользовались, тут у вас garbage коллектор лишний раз запускается. Переписывает код еще раз, он становится таким уже менее понятным, говорит, кто так пишет? Ну, там человек 20 подняли руки, я в их числе. Он говорит, ну, это тоже бред, потому что вот здесь неправильно, тут не так пишется. Переписывает код еще раз, там вообще становится ничего не понятно. Он говорит, а кто так пишет? В аудитории молчание, руки никто не поднимает. Он говорит, а вот так вот на Java надо писать. Ну, на самом деле вот этот вот подход, типа того, что если вы не знаете, то и ничего и не поймете, и я круче, чем вы, он, мне кажется, в программировании очень странный. Но тем не менее, то есть вот так вот объявляются объекты обычных внутренних классов. То есть сначала объект внешнего класса, искусственный, он больше нигде не нужен, ни для кого не используется, никому не нужен, поэтому его лучше объявлять без имени, иначе у вас ссылка застрянет, а она абсолютно бессмысленная. Мы этот объект создали только ради того, чтобы создать объект внутреннего класса. Ну и потом new. Можно было, конечно, на основе массива все это создать, но код выглядел бы еще более странным, поэтому, в общем, ну вот такая логика. Обязательно в мейне пометьте, что это вот тоже первый вариант, это объявление внутреннего класса, то есть вот мы с вами первый вариант разобрали. Дальше нам с вами нужно разобрать еще 5 вариантов решения этой же самой задачи, но здесь уже будет повеселее, мы просто будем многократно переписывать одно и то же. То есть наша с вами цель разобрать разные инструменты, которые дает Java программисту по реализации этого несчастного метода compare. Так как мы не можем его просто в явном виде запрограммировать и передать, мы ради этого вынуждены городить весь этот огород. Ну, в общем, как-то так. Согласитесь, не очень здорово, и мне кажется, догадаться до этого, ну, реально тяжело. То есть даже если вы вспомните про то, что к классам привязаны только статические данные, то, что вот это надо так писать, то, что new ставится после точки, мы так никогда не делали. Сложновато, конечно. Понятно,
как и почему создается объект класса compare by A. Если что-то непонятно, спрашивайте. Синтаксис действительно очень-очень странный с моей точки зрения, но абсолютно оправданный. Все честно, все, ну, как я говорил, все в программировании следует из понятия определений. Тут все тоже честно. Да, сначала создаете объект внешнего кода. Любой элемент класса, если он не статически привязан к объекту класса. То есть пока вы объект не создадите, обращаться к этим полям и методам или классам нельзя. Поэтому создаем объект внешнего класса, ставим точку и через new создаем объект внутреннего класса. Кстати, это логично даже с точки зрения памяти. Как размещаются внутренние классы в памяти? Сначала мы создаем и выделяем память под внешний класс, вызываем его конструктор, потом внутренний. Нельзя же это все обойти, они должны быть связаны друг с другом. Поэтому получается вот такой вот хитрый код. Больше вопросов нету, да? Замечательно. Итак, да. Нет, Максим, так писать можно. И на самом деле так и надо было написать. Вот только тут есть один момент. Реально на Java писать надо именно таким образом. Но это код вообще ужасный. На Java на самом деле вообще не принято создавать промежуточные объекты, поэтому на Java в любом примере в интернете, в литературе вы будете видеть примеры кода, где там просто точка, 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 то есть там вызывается метод от метода, от метода, от метода, так там раз 7 подряд, и оно все вроде как работает. Но что произошло посередине, вообще непонятно. Но на Java пишут именно так. Я так не пишу и не буду вам такой код показывать, потому что он, с моей точки зрения, непонятный. Мы все-таки с вами учимся, да, а не и пытаемся понять язык программирования, а не пытаемся сделать так, чтобы нас никто не понимал. На самом деле, вот такой подход к программированию, он очень легко лечится. Если вы не программист высокого класса, а там новичок, просто где-то что-то в интернете посмотрели и вот решили блеснуть знаниями. Надо просто попросить человека что-то в коде изменить, что-то оптимизировать, он там сам ничего не понимает, он просто в нем путается. Но вы абсолютно правы, писать надо было именно так. Но это бог с ним, я так делать не буду. Уже здесь мало что понятно. Еще вопросы? Все, да? Ну что ж, все основное мы с вами разобрали. Зачем нужен компаратор, поняли. Теперь у нас с вами будет еще 5 вариантов решения этой задачи. Нам нужно с вами разобрать статический внутренний класс. Ну, понятно, да, к чему я клоню. Неудобный синтаксис, надо его упростить. У нас будет статический внутренний класс, локальные классы нескольких видов, анонимные классы и лямбда выражения. Как это разберем? Мы с вами перейдем к исключительным ситуациям. Ну, а также поговорим о работе с файлами в Java. Ну, это элементарная вещь, немножко отдохнем от сложных конструкций. Понятно, что с файлами во всех языках программирования работа идет одинаково. И немножко пару слов в конце скажем о коллекциях, чтобы вы могли решать заключительную 4-ю лабораторную работу. Сейчас перерыв, после перерыва мы продолжим. Ну что ж, давайте продолжать. Закомментируйте, пожалуйста, то, что мы с вами написали в мейне. Вот эту вот конструкцию, это был первый вариант решения поставленной перед нами задачи. И в классе Box скопируйте, пожалуйста, вот эту строчку. То есть в классе Box мы с вами копируем объявление класса, только объявление, весь остальной код не меняйте. Оставшуюся строку закомментируйте, не забудьте добавить комментарии, главное, не запутайтесь, что это был первый вариант. И просто в скопированной строке добавляем ключевое слово «статик». Больше ничего менять не нужно. Подпишите, пожалуйста, что это второй вариант решения нашей с вами задачи. Это так называемый static inner class.
статический внутренний класс. И вернемся в main. Здесь мы с вами уже воспользуемся одной строчкой, не будем писать слишком длинно. Второй вариант, он гораздо компактнее, гораздо проще пишется и гораздо полезнее. Если смысл обычных inner-классов я, честно говоря, так особо никогда и не понял, в моих задачах я не применял их никогда, то есть, в принципе, я понимаю, для чего они нужны, когда вам нужна реализация какой-то дополнительной логики, индивидуальная для каждого объекта, но в основном в коде, в библиотеках, в тех примерах, которые я разбирал, в тех программах, которые я писал, или коллеги мои, использовались именно статические внутренние классы. Работать с ними гораздо проще, они привязаны к классу, а не к объекту, создавать их проще. Ну и вот в основном так получается, работают именно с ними. Значит, как воспользоваться static inner классом? Ну, собственно, пишем сортировку. Все то же самое. Boxes. И здесь пишем следующее. New box compare by A. Здесь те, кто программирует в NetBeans, пожалуйста, нажмите Escape, не выбирайте подсказки, они вам не помогут, а первая подсказка будет неправильной, круглые скобки здесь ставить не надо. Вернее, в данной ситуации они нужны, я имею в виду в тех ситуациях, когда мы что-то другое с вами будем писать. То есть вот здесь лучше все это руками программировать, то есть в данной ситуации это будет нормально, круглые скобки подставить можно, но иногда NetBeans здесь ломается и предлагает немножко не ту подсказку. Вот, поэтому здесь мы так пишем. Это бывает у NetBeans вот где. Я, кажется, помню где. Если мы с вами вот здесь, вот написав бокс, поставим Ctrl-пробел, то вот тут вот, чтобы мы не выбирали, он нам не предложит вариант с точкой. Надо вручную писать, иначе видите, что получается, а это неправильно. То есть, когда вы программируете в NetBeans, если у вас какой-то сложный код с классом, лучше дописывать логику вручную. Смотрите, чтобы скобки не перепутались. Те, кто работают в Eclipse, в идее у вас сразу должна появиться подсказка box.compare.by, он сразу должен это подставить. Те, кто работает в NetBeans, следите за кодом, пожалуйста, чтобы у вас скобки не перепутались, то есть не надо просто торопиться, смотрите на подсказку. Помните, мы с вами говорили, да, подсказками надо обязательно пользоваться, но смотреть, что они пишут. Согласитесь, что такой вариант синтаксиса гораздо понятнее. Действительно, у нас есть внутренний класс, есть внешний класс, они привязаны друг к другу через точку, все наглядно, все красиво. Такой вариант синтаксиса, конечно, гораздо предпочтительнее. Тем более, выглядит очень просто. Это использование, соответственно, статического внутреннего класса. То есть у нас с вами есть статический внутренний класс в боксе, а вот эта штука, то, что мы с вами сейчас написали, это ответная часть. Это как воспользоваться таким классом. Как воспользоваться статическим внутренним классом. Для чего нужны статические внутренние классы? Чаще всего для описания вспомогательных данных для основного класса. Например, вот то, что многим наверняка будут показывать на второй Java, когда вы будете оконные интерфейсы разбирать с кнопочками, с окошками, со всем, чем полагается. Я, например, всегда показываю в качестве примера рисование там хитрое, со всякой занятной логикой, круговой диаграммы. Данные для круговой диаграммы берутся из коллекции, из набора данных, по которым это все строится. Данные для круговой диаграммы, класс, который описывает эти данные, является статическим внутренним классом, что вполне логично. Круговая диаграмма должна работать с определенными данными, с определенными видами данных для того, чтобы корректно отображать информацию. Формат описан в ней самой, но в виде вспомогательного статического внутреннего класса. То есть, как правило, статические внутренние классы, они описывают всякие вспомогательные данные, структуру, внешний вид вспомогательных данных для работы основного класса. То есть вот это таким образом программируется. Так что штука эта очень полезная. В отличие от обычных внутренних классов, которые я крайне редко встречал, эта вещь используется постоянно. И вы ее даже будете использовать, просто попозже. Это второй вариант решения нашей с вами задачи. Но согласитесь, он все равно выглядит сложновато. Давайте поставим себя на место программиста мейна. К чему привык программист мейна? Он привык к двум законам программирования. К Ctrl-пробелам и к чему?
К тому, что он может всегда поставить точку и выбрать из предложенной подсказки что? Метод. То есть на самом деле, чего бы нам хотелось сделать, чего бы хотелось программисту мейна? Чтобы ему не пришлось думать про все эти new, про то, как что создать, как написать, он бы хотел просто передать функцию как функцию. То есть ему бы не хотелось new писать. Давайте попробуем избавить программиста мейна от необходимости писать new. Понятен ли статический внутренний класс? Ну, в общем, он ничем не отличается от обычного класса. Просто, возможно, еще рядом ограничений. Понятно, что если данные статические, то работать в них можно в основном только со статикой или уже с заранее объявленными объектами. Это понятно. В остальном все то же самое. Да, конечно. Какой вопрос? Так, нет вопроса, да? Ну что же, давайте тогда программировать третий вариант. Статический класс не комментируйте, мы его оставим в покое, пусть он живет. Давайте попробуем придумать метод, который позволил бы программисту мейна сортировать наши данные гораздо веселее. Ну, метод будет называться точно так же, compare by a, но только с маленькой буквы. Напоминаю, методы мы с вами начинаем писать с маленькой буквы. Естественно, видим, этот метод должен быть в режиме public. Я собираюсь им пользоваться свободно. А что должно быть возвращаемым значением метода compare by a? Для ответа на этот вопрос давайте мы с вами сначала на секундочку вернемся к мейну. Итак, чего бы мне хотелось? Я бы очень хотел, чтобы у программиста мейна была возможность вот сюда писать не new, не заморачиваться с классами, конструкторами, а просто вызвать метод. Что должно быть вторым аргументом метода sort? То есть в конечном итоге я хочу передавать в sort функцию сортировки, но для этого что должно быть аргументом этого самого метода sort? Что должно быть вторым аргументом? То есть что мы передаем в качестве аргумента номер 2 в метод sort? Нет. Боксы, причем массив боксов, вы неправильно написали, мы передаем в качестве первого аргумента. Да, совершенно верно. Второй аргумент у нас компаратор. Но компаратор — это интерфейс, у него нет реализации, мы не можем создавать объекты типа компаратор. У него нет реализации, нет логики. Но помните, что мы с вами говорили вчера, что интерфейс — это что-то вроде абстрактного класса. Можно ли сослаться при помощи интерфейса на класс, который его реализует? Вот мы с вами знаем, что за счет полиморфизма можно ссылаться на более поздне написанные классы при помощи более ранних классов. В конечном итоге на любой класс можно сослаться при помощи объекта. А вот можно ли, если мы реализовали интерфейс, сослаться на класс при помощи ссылки типа интерфейса? Итак, интерфейс — это абстрактный класс, который мы реализуем. При помощи инструмента полиморфизма мы с вами можем создавать ссылки на более поздние созданные классы через более ранее созданные классы. В конечном итоге можем на все сослаться при помощи объекта. Можно ли объявлять ссылки типа интерфейсов на классы, которые эти интерфейсы реализуют?
Здесь на самом деле достаточно вспомнить нашу с вами ассоциацию. Да, конечно, можно. Смотрите еще раз, что такое интерфейс? Это разъем коробочки, которую мы хотим подключить к телевизору. Когда вы пользуетесь хорошим интернет-магазином, вы для того, чтобы увидеть нужные вам характеристики товара, что делаете? Заходите в фильтр и ставите там галочку «Хочу, чтобы там был HDMI». Моментально выполняется фильтрация, и в списке товаров остается только то, что данный разъем поддерживает, правда? Поэтому, если у меня в классе реализован интерфейс, я могу сослаться на этот класс при помощи интерфейса. Здесь полиморфизм будет работать точно так же, как и в случае с обычными классами. Поэтому, какого типа должно быть возвращаемое значение метода compare by a? Этот метод я хочу использовать вот здесь, вот в этом месте. Там, где мне нужно передать компаратор в метод sort, какого типа должно быть возвращаемое значение метода compare by a? Итак, я хочу... Да, компаратор, конечно. Что должен вернуть метод compare by a? Нечто, на что мы можем сослаться при помощи компаратора. Причем мы при желании можем даже уточнить, какого компаратора. Мы же с вами точно знаем, что собираемся сравнивать, правда? Здесь, в принципе, это уточнение можно не писать. В возвращаемом значении указывать параметризацию не обязательно. Но я укажу так красивее. Аргументы методу compare by a, очевидно, не нужны. Что нужно вернуть из метода compare by a? Компаратор. Компаратор – это интерфейс, не имеющий реализации. Для того, чтобы его можно было вернуть, нужно сначала написать реализацию. Где мы с вами еще не пробовали создавать классы? Да, внутри метода. Такие классы называются локальными. По аналогии с локальными переменными. В программировании вообще очень много двойственности. Все же помнят, да, что там в C есть двойственность между функциями и переменными. У функций есть указатели, тип возвращаемого значения, синтаксис похожий. В Java все то же самое. Есть локальные переменные, а есть локальные классы. Все понимают, что у локального класса бессмысленно писать ключевые слова public и прочее. Какова всегда будет область видимости локального класса? Ну, если он очень похож на локальную переменную. Совершенно верно. Он виден только внутри метода, и что бы вы ни написали, вы вообще никак к нему не обратитесь. Поэтому принципиально, как он будет называться? Совершенно верно, не принципиально, поэтому я его назову просто CMP, только заглавными буквами. Да, ну, в Java принято называть классы заглавными буквами, вот я его так и назову. Ну, мне он нужен для того, чтобы у меня CMP, CMP работало в мейне. Я вот его и назову CMP. Ради чего мы этот класс создаем? Все то же самое, ради реализации интерфейса. В конце объявления класса, конечно же, точка с запятой не ставится. Что нужно будет вернуть из нашего метода compare by a? Что нужно будет вернуть из нашего метода compare by a? Ну, у нас с вами какая цель этого метода? Мы что хотим из него вернуть? Что мы хотим передать из него? Мы хотим передать компаратор, правильно? Но просто так компаратор передать нельзя, в нем нет реализации. Мы с вами класс CMP создаем, чтобы реализовать компаратор, то есть что нужно вернуть из метода compare by a.
Совершенно верно. Так, ну что, остается только CMP запрограммировать. Здесь я, с вашего позволения, воспользуюсь копипастом, чтобы мы с вами время не теряли. Копипастить, конечно, нельзя, но метод точно такой же, поэтому return я скопирую. Не забудьте только, пожалуйста, в методе compare поменять U1, O2 на B1, B2. Вот и получается такая конструкция. То, что мы с вами написали, это локальный класс. Локальные классы обычно используются тогда, когда внутри метода класса нужно реализовать какую-то дополнительную логику, и когда эта дополнительная логика может быть довольно сложной, когда она может быть привязана к массиву, к коллекции, к циклам каким-то. При помощи локального класса, понятное дело, можно объявить сколько угодно объектов. Правда, только внутри метода. То есть, если вам нужен массив каких-то специальных объектов, и вы его не хотите генерировать в мейне, если вам нужно, чтобы работа метода была привязана к какому-то большому количеству специальных объектов, вы можете создать локальный класс, объявить сколько угодно объектов этого типа. Как только ваш метод завершит работу, автоматически сразу же garbage collector все это уничтожит. Вот здесь он не будет долго ждать, так как класс локальный, понятное дело, ссылок на него снаружи вы не получите, ну, если только реторном не воспользуетесь. Поэтому все, что к локальным классам привязано, сразу очень быстро в памяти уходит. Поэтому это удобно, эффективно, ресурсы не расходуют. Ну, в общем, красота сплошная. Вот эта штука называется локальным классом. Ну, с локальным классом уже появляются некоторые ограничения. То есть локальный класс, он уже не просто так, он имеет ряд ограничений, связанных с возможностями создания в нем методов и прочего. В частности, это связано со статическими данными, то есть из обычных локальных классов нельзя просто так работать со статикой, с нестатическими данными, наоборот, можно. То есть, ну, здесь уже появляются всякие ограничения. Мы сейчас о них говорить не будем, это не сильно принципиально. Но вот появляется такая штука, как локальный класс. Как воспользоваться этим кодом в мейне мы сейчас напишем. Сначала не забудьте добавить комментарий, что то, что у нас сейчас с вами запрограммировано, это локальный класс. Или local класс. Давайте вернемся в main. И напишем код, который будет сортировать ящики по стороне А при помощи нашего нового метода. А дальше что бы хотелось написать программисту мейна? Он бы хотел, не мудрствуя лукаво, просто написать так: box. И вызвать метод compare_by_a. Но его здесь пока нету. Почему? А мы с вами не совсем правильно объявили наш метод. Локальные классы и методы, работающие с локальными классами, нужны, как правило, без привязки к объектам. Поэтому, чтобы у нас с вами все было здорово, давайте объявим метод compare_by_a как статический, чтобы он был привязан к боксу, а не к объекту, чтобы ему было легче воспользоваться. На самом деле локальные классы в нестатических методах встречаются довольно редко. И после такого изменения вернемся в main и продолжим писать. Смотрите-ка, метод появился. Давайте проверим, работает ли это. Работает. Ну, здесь, конечно, каждый делает выводы для себя сам, но с моей точки зрения, пока это самый красивый вариант синтаксиса. Программист, который пишет main, привык к тому, что он везде ставит точки и вызывает методы. Зачем ему какая-то ерунда с new и прочим? А вот
то, к чему он привык. Он хочет сортировать ящики, в ящиках есть специальный инструментарий для сортировки, он им просто пользуется. Очень удобно. То есть с синтаксической точки зрения, как мне кажется, пока это самый красивый вариант. Пока что это самый красивый вариант. Обязательно добавьте комментарий, что вот этот кусочек кода, который мы написали в main, он соответствует третьему варианту нашего примера. А также можете сразу отметить, что он же будет соответствовать и четвертому. Да, это третий вариант и одновременно четвертый. Обязательно подпишите, что для четвертого варианта этот же код годится. Мы сейчас с вами main трогать не будем, и все равно все будет работать. То есть обязательно пометьте себе, что это и третий, и четвертый вариант так будет работать. По поводу локальных классов есть какие-то вопросы? Локальные классы обычно используются там, где внутри метода нужно создавать много объектов такого класса. Когда вам нужны массивы объектов, когда с ними надо каким-то специальным, особым образом работать. Да. Дело в том, что если у вас метод не статический, то вы опять привязываете себя к объекту. Зачем привязывать себя к объекту, если лучше привязать себя все-таки к классу? Так будет удобнее обращаться к методу. Зачем нам нужен с вами класс, метод с локальным классом? Для того, чтобы из себя вернуть там что-нибудь сложное, да, вот как в нашем случае компаратор. Скорее всего, это именно вспомогательный инструмент. Мы же с вами ящики ящиками, а сортировка сортировкой. Поэтому, да, они, как правило, статические. То есть, если вот, например, обычные внутренние классы я встречал на практике, правда, редко очень, то вот, например, в моей практике использование локальных методов у нестатических методов не встречалось еще ни разу. Но, опять же, смотря какие задачи вы решаете. Так что да. Еще вопросы есть какие-нибудь? Мне кажется, это пока самый красивый, самый простой вариант из всего, что мы написали, правда? Ну что же, если вопросов нету, то давайте разберем четвертый вариант. Для этого я прошу вас весь метод закомментировать. Мы его сейчас очень быстро и очень красиво заново напишем. Я его просто удалю, а вы его, пожалуйста, закомментируйте. Не забудьте, что это был третий вариант. Так как я хочу, чтобы main остался, давайте с вами повторим заголовок метода. Здесь уже можно писать подряд. Мы с вами знаем, что за метод нам нужен. Да, метод, конечно, статический. Как и в предыдущем примере. А теперь смотрите. В моем методе compare by a используется только один объект локального класса. На самом деле, использование локальных классов уже экономит кучу ресурсов, но а зачем мне давать имя классу, от которого мне нужен только один объект? Я не собираюсь никак обращаться больше к этому классу. Более того, снаружи он даже не видим, потому что он локальный. Если мне метод compare by a нужен только ради возврата реализации интерфейса компаратор, мне зачем объявлять для этого класс с именем? Понятно, что класс нужен. Компаратор интерфейс, в нем нет реализации, а без класса я не имею возможности реализовывать логику. Но зачем мне давать ему имя?
Совершенно верно. И вот здесь, помните, у нас с вами были анонимные объекты, когда мы в метод передаем нечто с надписью new. Мы это даже в данном примере с вами разобрали. Вот анонимный объект. Я сортирую ящики вторым способом, просто написав new box, compare by A. И здесь можно сделать то же самое. Получится локальный анонимный класс. То есть можно создать класс без имени. Если он вам нужен только ради объекта, и вы не собираетесь к нему обращаться, то зачем городить огород? Можно объявить локальный анонимный класс. Это то же самое, что локальный класс, только у него нет имени. А теперь смотрите, почему важно уметь пользоваться автоматикой. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Я покажу, что здесь будет происходить, а потом у себя повторите. Итак, смотрите внимательно. Как объявить быстро, легко и просто локальный анонимный класс? Пишу. Return. New. Компаратор. Выбираю подсказку, нажимаю Enter. И в конце ставлю точку с запятой. Красиво, правда? Сделайте то же самое у себя. Только обязательно воспользуйтесь подсказкой, иначе вам все это придется вручную кликать. Return new. Начинаем писать компаратор, подстановка, и весь код появится. Естественно, то, что у нас автоматически подставилось, надо критическим взглядом оглядеть, проверить, то ли подставилось. То есть, когда автоподстановка сработала, всегда смотрите, все ли в порядке. Но в данной ситуации ломаться нечему. Ну и, как обычно, добавляем сюда логику. Я опять скопирую. Копипаст зло, ну, просто чтобы времени терять. Вот и вся история. Ну и тут мой любимый момент. Как называется класс, объект которого мы возвращаем в нашем коде? Программа уже работает. Main менять не надо. Main остается прежним. Как называется класс, который объект которого мы через return возвращаем? Как называется класс, объект которого мы возвращаем? Нет, this это мы сами, это объект и это бокс. Нет. Никак, совершенно верно. Большая часть студентов, студенты, они обычно ни черта на лекциях и на занятиях не слушают, они отвечают, как? Понятно, как компаратор. Компаратор — это название интерфейса. Мы его реализовали в анонимном классе. У нашего класса нет имени, поэтому он анонимный. Почему компаратор — это не имя нашего класса? Потому что компаратор — это интерфейс, который мы реализовывали. И тут появляется сразу очень важное ограничение. Анонимный класс может или реализовывать ровно один интерфейс, или наследовать абстрактному классу. Одновременно и наследовать, и реализовывать более одного интерфейса абстрактному классу запрещено. Это просто синтаксически вы оформить не сможете. Итак, анонимный класс может или реализовывать ровно один интерфейс, или наследовать абстрактному классу. Больше ничего здесь делать нельзя. Синтаксические ограничения. У класса нет имени, синтаксические ограничения. Но, как вы думаете, а может ли у анонимного класса быть конструктор? Анонимный класс наследовать нельзя, у него имени нету, это сделать не получится.
Да, мы создаем анонимный класс, ну, без реторна только. Мы создаем анонимный класс строкой new компаратор. Компаратор интерфейс, в нем логики нету. Когда вы пишете new компаратор, создается класс с реализацией компаратора без имени. Реторн здесь ни при чем, реторн просто оператор. Итак, может ли у анонимного класса быть конструктор? Может ли он? Да, может. Вот только как его написать? Ведь имени у класса нету. А конструктор совпадает по названию с именем класса. У анонимного класса может быть конструктор, вот только как его написать? Фраза, что анонимный класс может наследовать абстрактному, означает следующее. Что вы можете создать анонимный класс для реализации того, что не реализовано в абстрактном классе. То есть у вас был абстрактный класс, в нем не было куска логики. Вы, чтобы ее реализовать, создали анонимный класс, все реализовали, через new, там, через return вернули и так далее. Либо можно только один интерфейс реализовать. Все. То есть анонимный класс может реализовывать один интерфейс и наследовать одному, ну, понятно, что больше одного наследования в Java невозможно, наследовать абстрактному классу. Итак, в абстрактном классе может быть конструктор, но имя конструктора совпадает с именем класса, а у нас нет имени класса. Как написать конструктор? Ну, давайте я задам вопрос сначала попроще. Может ли у конструктора могут ли у конструктора анонимного класса быть аргументы? Да, нам нужен анонимный конструктор. Вопрос, как его написать. Итак, может ли у конструктора могут ли у конструктора анонимного класса быть аргументы, если у нас имени нет? Могут ли у конструктора анонимного класса быть аргументы? Не могут, потому что, чтобы у него были аргументы, нам у чего-то надо круглые скобки написать. Мы не имеем права писать круглые скобки, потому что у нас имени у метода нету. Круглые скобки можно только после названия функции писать. Поэтому конструктор анонимного класса – это всегда конструктор умолчаний. У него нет имени и нельзя писать круглые скобки. Как написать конструктор анонимного класса? У нас с вами нет имени, не может быть круглых скобок, потому что не может быть аргументов, нам их негде написать. Как должен выглядеть конструктор анонимного класса? Правильно. Вот так. У этой штуки есть специальное название. Ну, во-первых, все понимают, что такой конструктор может быть только один. Что вы здесь перегружать собрались, да? Вызывается автоматически при создании объекта анонимного класса. Такое создание, такой вызов может быть только один, потому что имени нету. И, соответственно, класс инициализируется своим собственным объектом, то есть инициализация экземпляром. То есть это такой, ну, не совсем конструктор, он конструктор, конечно, но со специальным названием. Инициализация экземпляром. То есть класс не имеет имени, а значит все, что вы создаете, это только то, что на его основе можно создать, а значит инициализация происходит экземпляром. Вопросы?
Не, его писать не обязательно, я это просто показываю вам на будущее. Потому что есть ситуации, когда встречается в литературе, в примерах вот это понятие инициализации экземпляром. Ну и если не знать, что это такое, понять, о чем идет речь, очень тяжело. То есть до всего в программировании можно догадаться, но что такое инициализация экземпляром. Поэтому просто запомните эту штуку. Мы, естественно, ничего писать не будем. Итак, несмотря на то, что у нас нет имени у класса, у него может быть конструктор, называется он инициализация экземпляром и пишется просто как комплект фигурных скобок. Вот. Программа у нас с вами работает. Почему? Почему main исправлять не надо? Почему я попросил написать, что вот этот вариант, он и для третьего, и для четвертого варианта подходит? Ну, потому что метод-то остался тем же, а его внутренняя реализация – это наше с вами дело. Понятно, что такое локальные классы? Обычные и анонимные. Вопросы есть какие-нибудь? Нету. Тогда закомментируйте, пожалуйста, в мейне то, что у нас с вами получилось. И давайте разберем еще один вариант решения нашей с вами задачи. Может так получиться, что автор класса Box забыл дополнительные законы сортировки. Ну, библиотеки бывают разные. Может так получиться, что автор класса Box запрограммировал сортировку ящиков по объему, а про стороны забыл. Да, конечно, сколько угодно. То есть, может получиться такая ситуация, когда мне придется для того, чтобы отсортировать массив, что сделать? Ну, если ни один вариант ответа не подходит, то какой универсальный ответ у нас с вами есть на любую проблему в объектно-ориентированном языке? Да, создать новый класс, абсолютно верно. Имеет ли смысл создавать новый класс только ради того, чтобы отсортировать ящики? Ну, я имею в виду полноценный новый класс. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Конечно, нет. Что должно быть вторым аргументом метода сорт? Ну, не совсем компаратор, скорее реализация компаратора, да? Ну, хотя вы правы, конечно, компаратор. Где мы с вами еще не пробовали создавать новые классы? Main это метод, это неинтересно. Создавать классы в методах мы уже умеем. Да, прямо в вызове метода, в качестве аргумента. Ну а почему бы нет? Пятый вариант решения нашей с вами задачи называется просто анонимным классом. Или безымянным классом. Ну, просто по-английски он anonymous, но переводится это по-разному. Мне больше нравится вариант анонимный, хотя очень часто в литературе говорят безымянный. Ну, понятно, что это одно и то же. Здесь опять посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран. Я просто хочу вам кое-что показать. Это вещь хитрая. В Eclipse и в идее там немножко повеселее подсказка, а в NetBeans есть тонкость. Значит, как объявить анонимный класс? Смотрите внимательно.
Затем в угловых скобках меняю тип для того, чтобы у меня все было хорошо. Так, давайте я это сотру. Так, что со звуком? Сейчас звук есть? Угу. Так, ну, я предлагаю, просто у нас скоро с вами, ну как скоро, через полчаса будет обед, как вчера перезагрузиться. Видимо, опять что-то это самое, нагрузки какие-то. Видео встало? Нет, видео не могло встать. А, понятно. Ну, давайте в обед опять перезагрузимся. В прошлый раз, вчера это помогло. После перезагрузки все опять отлично заработало. Итак, еще раз, смотрим внимательно на экран. Те, кто работают в Eclipse, в идее, у вас, скорее всего, все подсказки сразу появятся в том варианте, в котором нужно. Те, кто работают в NetBeans, здесь есть небольшой нюанс, как объявить анонимный класс, без каких-либо заморочек. Поэтому, пожалуйста, давайте мы с вами на это посмотрим. Итак, пишу new компаратор. Здесь нужно будет вызвать подсказку повторно, я просто ее уже вызывал, она осталась. Указать в угловых скобках, для чего мы все это программируем. Затем перевести курсор после угловой скобки и вызвать подсказку через Ctrl-пробел. Весь оставшийся код автоматически подставится. В Eclipse и в идее там, по-моему, быстрее подсказка появляется. В NetBeans необходимо обязательно переставить курсор после угловой скобки. Если вы этого не сделаете, вы можете хоть миллион раз нажать на Ctrl-пробел, подсказка не сработает. Попробуйте. Пишем new компаратор. Чтобы появилась подсказка про компаратор, Ctrl-пробел нажимаем повторно. Меняем в угловых скобках Object на Box, чтобы у нас параметризация была правильная. Переставляем курсор после угловой скобки, нажимаем подсказку. Получилось? Значит, O1 и O2, естественно, переименовываем в то, что было. И небольшой момент. Ну, собственно говоря, понятно, что если автор бокса совсем все забыл, то мы уже, конечно, ничего сделать не сможем. Но помните, мы с вами договорились, что мы сеттер и геттеры не создавали, просто чтобы пример был покороче. По-хорошему, сеттер и геттеры у нас с вами быть должны, правда? Естественно, из этого места кода обратиться к полям А мы не сможем. Мы снаружи программируем, анонимный класс к боксу никакого отношения не имеет. Поэтому для того, чтобы у нас с вами сортировка, как и раньше, работала, давайте добавим getter для поля А. Все остальное не создавайте, чтобы не запутаться. То есть в классе box мы добавляем только getter, куда-нибудь в свободное место, вот сюда, и только для А. Просто чтобы пример был покороче. Захотите, потом добавьте все остальное. Мы, на самом деле, к примеру, с боксом больше возвращаться не будем, поэтому пробуйте, экспериментируйте, тренируйтесь. Наши примеры долгоиграющие. В них интересно разбираться самостоятельно. Ну и теперь в мейне надо будет написать просто так. Естественно, это, как и раньше, будет работать. Не обращайте внимания, что у вас компаратор подчеркнут желтым шрифтом, желтым цветом, и если выбрать подсказку, там написано «Использовать лямбда-выражение». Мы сейчас им воспользуемся, но сначала разберем все, что касается анонимных классов. Ну а потом перейдем к нелюбимым мною лямбда-выражениям. Я, правда, конечно, никому не навязываю, что мне не нравится, но тем не менее.
Если кому-то покажется, что лямбда-выражения путанные и непонятные, тут уже делать ничего не придется, привыкать к ним надо, потому что все их используют. Вот то, что мы с вами написали, называется анонимный класс. Это анонимный класс. Опять же, у него может быть конструктор, инициализация экземпляром, запись в фигурных скобках, но мы ее сейчас писать не будем. В нем можно реализовать какие-то дополнительные методы. В остальном он выглядит вот таким вот образом. То есть прямо в вызове метода можно воспользоваться объявлением класса. Опять же, это все от безысходности. Методы-то в чистом виде мы создавать не можем. Поэтому вот таким образом. Причем анонимные классы были придуманы именно как способ борьбы с тем, что у нас не может быть функций. В самом деле, если вам нужно просто функцию передать, вам зачем давать имя классу, если вам нужна просто функция? Ну вот поэтому появились анонимные классы. А можно пойти еще дальше, может появиться лямбда-выражение. Сейчас посмотрим. Вопросы есть? Нет вопросов, отлично. Подпишите, пожалуйста, что это был первый вариант примера. Это был первый вариант примера. Ой, пятый вариант. Первый вариант анонимного класса. Пятый вариант – анонимный класс. Скопируйте, пожалуйста, весь этот код и закомментируйте предыдущую версию. Просто полностью скопипастите все, что мы написали, целиком. Старый вариант сохраните, закомментируйте, чтобы он у вас остался. И после копипаста кликаем по лампочке и выбираем подсказку «Использовать лямбда-выражение». Вопросы есть? Нет вопросов. Замечательно. Тогда ответьте мне, пожалуйста... Нет, это не анонимный класс, это лямбда-выражение. Ну, мы же с вами лампочкой воспользовались и заменили анонимный класс на лямбда-выражение. Вот эта штука со стрелочкой – это лямбда-выражение. Почему оно лямбда-выражением называется, не знаю. Видимо, чтобы страшнее звучало. Это как в одном известном фильме. А зачем его вот так высоко повесили? Ну, видимо, что посильнее умер. Это лямбда-выражение. Нет вопросов, да? Если вопросов нет, ответьте мне тогда, пожалуйста, на один самый популярный вопрос, который здесь появляется у людей, когда мы это делаем. А что произошло? Как это не получается? Еще раз, смотрите. Значит, взяли наш кусочек из предыдущего варианта, полностью скопипастили, старый вариант закомментировали, чтобы получился вот такой код. А надпись «Компаратор» должна подчеркнуться желтым. Кликаем по лампочке, кликаем, выбираем подсказку «Использовать лямбда-выражение», «Use lambda expression». И код сворачивается вот в такую штуковину. То есть копипастим код, который написали на предыдущем шаге, и вместо анонимного класса подставляем лямбда-выражение через автоматику. Получилось? Просто дождитесь, чтобы желтое подсветить. Если не подсвечивается, здесь вот есть такая кнопка «Молоток с метелкой». При нажатии на нее код пересобирается, и IntelliSense, система интеллектуальных подсказок, которой мы пользуемся, перезапускается. Может, у вас просто подвисло что-нибудь? Должно получиться. Итак, что произошло? Ну, если вопросов нет, то что случилось вообще?
Что это такое? Хитрая вещь, это точно. Что у нас с вами получилось? Что мы с вами видим на экране? Что у нас с вами на экране? Если вы использовали стандарт C++, нет, вы путаете не C++, вы путаете C. Если у вас на C есть структура, то, чего нету в Java, и у вас на эту структуру не обычная переменная смотрит, а указатель, то после размещения указателя в памяти, если вы хотите обратиться к полю, вы пишете вот такую штуку. Это из C и C++. В Java этого нет. Эта стрелочка, которую вы помните, к Java никакого отношения не имеет, поэтому забудьте про нее. Это лямбда-выражение. Почему обозначение такое же, как в том, что вы помните, я не знаю. Ну, мне кажется, просто у создателей Java в какой-то момент просто символы на клавиатуре кончились, поэтому они использовали это обозначение. Оно не имеет никакого отношения к тому, к чему вы привыкли. Да, совершенно верно. Эта запись представляет из себя сокращение логики записи того, что нам с вами нужно. Это сокращенная запись метода. Еще раз. Что нам нужно передать в сорт в конечном итоге? Плевать на компаратор. Что мы должны передать в сорт? Помните, мы с вами 2 раза смотрели на подсказку. Что такое компаратор? В подсказке написано. Да, мы просто по-другому записали предыдущий вариант. Это 6-й вариант, функция. Но в Java нельзя писать функции, все функции — это методы, и они привязаны к классам. Ну а дальше, это, кстати, впервые в C# появилось, C# и Java конкуренты, поэтому в Java это потом добавили. Впервые это в C# появилось. Появилась такая идея. А зачем нам анонимный класс? Зачем нам вообще класс, если нам просто метод нужен? Методы нам, правда, создавать нельзя. Ну, давайте придумаем какую-нибудь запись, чтобы вроде это было методом, а вроде и не функцией. И придумали вот такую вот конструкцию. Причем это я вам еще не показал самый хитрый вариант записи. У нас автоматика сработала, а если бы я руками писал, я бы, конечно, написал так, как это обычно пишут в учебниках. Ну и это, с моей точки зрения, вообще трэш. Хотя будет абсолютно работать. Пожалуйста. Это еще полбеды. Когда вышла, если мне не изменяет память, 9-я или 10-я, не помню, Java, оракловцы сказали, что очень много запросов на глобальные переменные и функциональный интерфейс, то есть возможность объявлять функции. Поэтому мы в одной из следующих Java вернем возможность объявления глобальных переменных и отдельно стоящих функций. То есть Java из объектно-ориентированного языка программирования превратится в гибридный. Вопрос. А зачем вообще все это было? Если уже есть C++, где все это с начала 90-х прекрасно работает безо всяких ораклов, санов, Java и прочих людей. Ну, понимаете, какая штука? Не надо чинить то, что не сломано. Если гениальные люди придумали C, то вы никогда не придумаете языка программирования лучше, чем C. Всякие идиоты постоянно в интернете муссируют, что вот, C устарел, он никому не нужен. 0 вопросов. Напишите мне, пожалуйста, операционную систему, не используя языка C, потом поговорим. Вот, в C++ много лишнего, технологии кривые, косые, ни черта не понятно, пользоваться неудобно. Вот у нас есть Java, все пользуйтесь, с ней все хорошо и замечательно. А что-то выяснилось, что все и в C++ было хорошо. С моей точки зрения, лямбда-выражение — это действительно красивая штука, компактная, замечательная, прекрасная запись.
Вот только почему я никогда ей не пользуюсь? У нас с вами будут некоторые примеры, в том числе и сегодня уже, где нам могут помочь лямбда-выражения. Хотите, будем сразу с лямбда-выражениями писать. Хотите, будем использовать анонимные классы. Решайте сами. Почему я не люблю лямбда-выражения? Я все-таки очень много преподаю. И я смотрю на программирование не только с точки зрения эффективности кода, прочего, я смотрю еще и с точки зрения понятности того, что я пишу. То есть я не претендую на то, что тот код, который я вам показываю, он прям вот идеально выверен с точки зрения там буквы закона тех или иных языков программирования, прочего. Я показываю принципы, общие принципы, которые вот всегда везде существуют. А в чем тут фокус? Представьте себе, что вы, читая чужой код, встретили лямбда-выражение. Это то, что вам встретилось в чужой программе. А вы не знаете библиотеку, которой пользовался человек, который этот код написал. Давайте попробуем расписать, чему соответствует код, который вы увидели. Итак, что собою заменяет лямбда-выражение? Кстати, я не помню, в новом стандарте можно писать без скобок или нет. По-моему, все-таки до такого они не дошли. Да. Слава богу. Да, анонимный класс, совершенно верно. Вот давайте попробуем расписать анонимный класс, который здесь подразумевался. Вот мы с вами читаем чужой код и ничего про него не знаем. Итак, лямбда-выражение, которое у меня наверху написано, является заменой анонимного класса. То есть надписи new. Дальше мы должны поставить название класса, который заменяется. Мы его знаем? Напоминаю, мы читаем чужой код, используем библиотеку, которой пользуется автор этого кода, мы не знаем вообще. Мы вот увидели лямбда-выражение и пытаемся его понять. Лямбда-выражение замена анонимного класса, то есть надписи new, потом и должно идти название класса. Мы его знаем? Да, не знаем. Поэтому он будет называться вот так. Есть ли у него параметризация? Мы этого тоже не знаем, поэтому я это писать не буду. Что дальше надо написать? Ради чего создается анонимный класс? Ради чего создается анонимный класс? Да, для реализации метода. Причем вот вы очень правильно написали. Многие люди это говорят, а потом поправляются. Ой, для реализации анонимных методов. Нет, если методов более чем один, лямбда-выражение написать уже не получится. Только если метод один. Мы знаем название этого метода? Нет, правильно. Мы знаем, какого типа у него возвращаемое значение? Нет, правильно. Мы знаем, какого типа x. Ну, то есть понятно, что это, скорее всего, дата-тип, типа инта или флота, иначе зачем нам +1 прибавлять? Но мы знаем, какого типа x. Не, void, подождите, я хочу вернуть x +1. То, что стоит после стрелочки, это то, что пишется в реторне. Если я хочу получить аргумент x и вернуть x +1, как я это в void верну? В void не получится. Итак, мы знаем, какого типа x. Ну вот, если бы у нас было вот так написано, мы бы, конечно, знали, что оно интовое. Но вот, допустим, лямбда-выражение максимально у автора сокращено. Мы знаем, какого типа x. Угу. Причем может так получиться, что тип параметра не совпадает
с типом аргумента. Ну, можно получить, например, int, а вернуть float. Такое возможно? То есть в Java, помните, нельзя записывать большие данные в меньшие. То есть float в int нельзя, а int во float можно? Ну, можно взять интовое значение, сложить его с единицей и записать результат во float. Конечно, можно. Ну, а дальше единственное, что мы с вами знаем. Это вот точно мы с вами знаем, что метод должен вернуть x плюс 1. Ну, полезная информация, правда? Вот именно поэтому я и не люблю лямбда-выражения. Я очень много преподаю, и с моей точки зрения лямбда-выражение – это как раз вот то, что очень сильно людей путает, когда они какие-то новые конструкции изучают. При этом обычно люди говорят, ну окей, но лямбда-выражение же короткое, вот для этого его и придумали, чтобы писать компактнее. Это да, вот только если метод у вас сложный, то красивая запись уже красивой не будет. Код придется писать явно, со всеми необходимыми элементами. Так что привыкать к лямбда-выражениям вам нужно. Ими все абсолютно пользуются. Ну, а дальше надо как-то просто смотреть, насколько вам это все понятно и интересно. Вот что такое лямбда-выражение. Кстати, тут прошел слух, что в Java хотят все-таки добавить инструментарий указателей. Ну, в C-Sharp он есть. Там, правда, это не честные указатели, это так называемые делегаты. Ну, вот что-то аналогичное хотят в Java добавить. Я еще раз говорю, C-Sharp и Java конкуренты. Ну, в общем, как-то так. У знака стрелочка определения в Java отсутствует. Это элемент лямбда-выражения. То есть стрелочка в C и C++ – это обращение внутрь структуры по указателю. Продолжение маршрута, работа с указателем, с памятью через адреса. В Java никакого специального названия нет. Это обозначение лямбда-выражения. Еще вопросы? Все, да? Ну, не забудьте, пожалуйста, подписать в нашем примере, что вот эта вот последняя строчка – это 6-й вариант решения задачи, это лямбда-выражение, и мы с вами на этом с боксами закончили. Больше мы к этому примеру не будем возвращаться, поэтому, в принципе, можете его закрыть смело совершенно. Нам эта штука больше не пригодится. Разобрать еще два примера, еще две темы. Это будут исключительные ситуации и работа с файлами. Почему эти две темы идут рядом? Да, ну и, конечно, о коллекциях в конце поговорим обязательно, как договаривались. Почему эти две темы идут рядом? Дело в том, что при открытии файлов может так получиться, что файла, например, нет. Ну и, как мы с вами знаем из языка C, если файла нет, а мы его открываем на чтение, то файл открыть нельзя. Происходит ошибка, это надо уметь обрабатывать. За подобные вещи в современном программировании отвечают лямбда-выражения, исключительные ситуации. Нам с вами нужно научиться с ними работать, обрабатывать их, реагировать на них. После обеда мы с вами разберем, какие исключительные ситуации бывают, как их обрабатывают. Ну и на примере работы с файлами сразу посмотрим, что такое исключительные ситуации, как с ними бороться, как на них реагируют, что с ними делать. Ну и в конце занятия обязательно пару слов скажем о том, что такое коллекция. То есть, как мы с вами знаем,
Если кто-то учился на курсах основ решения алгоритмических задач, в современных языках программирования есть не только массивы уже готовые, но и многие другие конструкции, которые называются коллекциями. То есть это готовая реализация различных специальных способов хранения данных. Вот о коллекциях мы с вами поговорим после перерыва. Так, ну что ж, давайте продолжать. Вторая тема нашего с вами сегодняшнего занятия посвящается исключительным ситуациям. Собственно, особо ничего такого глобального про исключительные ситуации рассказать нельзя, ну, кроме некоторой теории. Их, по большому счету, надо просто использовать на практике, что мы с вами будем делать чуть позже, когда перейдем к следующей теме, к файлам. Поэтому давайте просто начнем с того, что запишем, обсудим теорию, а затем после этого разберем, что такое исключительные ситуации на практике при работе с файлами. Итак, первое, что вы должны знать про исключительные ситуации, это то, что исключительные ситуации не связаны с ошибками. Есть такое традиционное заблуждение, очень часто встречающееся у многих специалистов, которые впервые знакомятся с понятием исключительной ситуации, что исключительные ситуации – это ошибки, происходящие в коде программы. Это не так. Это, конечно, не так. Исключительные ситуации – это события в программе, требующие незамедлительной реакции программиста. Вот что такое исключительная ситуация. Это событие в программе, требующее незамедлительной реакции программиста. Что имеется в виду? Что имеется в виду под фразой «особая ситуация, требующая незамедлительной реакции программиста»? Для ответа на этот вопрос лучше всего просто перечислить, какие исключительные ситуации бывают. И это очень, на самом деле, несложно сделать. Дело в том, что достаточно перечислить типы исключительных ситуаций, ну и дальше какие бывают, будет, в общем-то, из этого следовать. Итак, первая разновидность исключительных ситуаций – это так называемые синхронные исключения. Что такое синхронные исключения? Это исключительные ситуации, происходящие в заведомо известном, в заведомо определенном месте программы. То есть исключительные ситуации синхронные происходят в известном месте кода. Самые простые примеры синхронных исключений – это, например, деление на 0. Является ли деление на 0 ошибкой? Нет, конечно. Деление на 0 – это исключительная ситуация, это операция в программе, которая не может быть выполнена. Ошибкой деление на 0 не является. С точки зрения синтаксиса, с точки зрения логики программы, это не ошибка. Это некорректные данные, которые приводят к появлению исключения. То есть реально исключительные ситуации могут быть не связаны в принципе с какими-то проблемами, ошибками в работе программы. Например, когда может появиться деление на 0? Когда мы, например, вышли за пределы машинной точности. Мы с вами знаем, что для того, чтобы в программе началось деление 0, совершенно не обязательно это самое деление на 0 в явном виде получить. Так как у компьютера есть предел точности,
то, дойдя до этого предела, мы можем оказаться в ситуации, когда дальнейшее продолжение вычисления будет невозможно. Произойдет исключение. Но это же не значит, что у нас с вами все сломалось. Это означает, что дальнейшая работа программы становится невозможной. Это не обязано быть связано с ошибкой. Просто мы не можем работать дальше. Вот что такое исключительная ситуация. Второй пример исключительной ситуации – это некорректные операции ввода-вывода. Это тоже синхронное исключение. Например, вы собрались открыть файл. И открыть его по той или иной причине не удалось. То есть вы пытаетесь открыть файл, вам пишут, что файл занят или файла нет. Ну, в общем, что-то сломалось, и файл открыть не получается. Является ли то, что мы с вами не смогли открыть файл, ошибкой? Конечно, нет. Невозможность открыть файл – это исключение, а не ошибка. При этом обработка исключительных ситуаций, конечно же, требует определенной логики, определенного подхода и определенного понимания того, что здесь вообще происходит. Дело в том, что исключение, связанное с невозможностью работы с файлами, может быть привязано не только к тому, что файла нет и открыть его нельзя. Исключения, связанные с файлами, могут возникать при любых ошибочных операциях ввода-вывода. При любых сбоях, при любых ошибочных операциях ввода-вывода. Ну и здесь очень часто у программистов появляются соблазны использовать логику не совсем корректно и не совсем правильно. Дело все в том, что когда мы с вами используем логику исключительных ситуаций, мы с вами должны очень четко представлять себе, зачем мы подобную логику пишем. Обработка исключительных ситуаций, так же как и сами исключения, обрабатываются на всякий случай. То есть встраивать исключительные ситуации в логику программы, то есть делать исключение частью логики программы, недопустимо. Исключения обрабатываются на всякий случай, если где-то что-то у вас случайно сломается. Или просто появится какое-то событие, требующее вашей реакции. Но это не означает, что исключительная ситуация может быть частью логики программы. О чем идет речь? В языке программирования Java не всегда удается определить, что вы дошли до конца файла. И очень часто программы, которые должны обрабатывать файл до конца, пока файл не кончился, очень часто такие программы пишутся на Java следующим образом. Мы пишем бесконечный цикл while true, который работает всегда, и смело считываем файл без каких-либо дополнительных условий. А выходим мы из этого файла, если вот такое вот чтение приведет к появлению исключительной ситуации. Ну, то есть пока мы не дойдем до конца файла, и файл не сломается. Что приведет к появлению исключения, то есть дальнейшее чтение файла невозможно. Ну и нам с вами, что называется, хочешь не хочешь, придется все это переписывать. Ой, прошу прощения, прекращать. Почему использовать такую логику? Почему нельзя интегрировать исключения? Почему нельзя интегрировать обработку исключений?
в логику программы. Почему это недопустимо? Да, потому что они могут не произойти. Смотрите, я понимаю, что любой файл неминуемо когда-нибудь кончается. И что исключение, связанное с обработкой выхода из файла, когда мы дошли до конца этого файла и все остальное не работает, она не обязательно, неминуемо сработает, обязательно сработает. Но нельзя писать программу так, чтобы исключение составляло принципиальную логику программы. Исключение потому и называется исключением, что такое событие является исключительным, особым. Если мы с вами пишем современную программу и хотим реагировать на исключение, мы с вами должны понимать, что мы это делаем на всякий случай. Например, вы создаете программу с оконным интерфейсом, пользователь открывает в вашей программе файл, файла, допустим, нет, или файл поврежден. Программа ему пишет: извините, файл открыть нельзя, появляется окошко, пользователь кликает ОК, окошко закрывает, все на этом. Вы пытаетесь выделить память. У вас памяти нет, программа опять-таки пишет пользователю: извините, памяти нет, и так далее. Вы пытаетесь совершать какие-то сложные математические операции, вдруг так получается, что ваши данные сложные, не вписываются в вашу математику и происходит деление на ноль не потому, что вы поделили на ноль, а потому что вы вышли за пределы логики. И опять программа ломается. Но нельзя встраивать обработку исключительных ситуаций в структуру, в логику программы. Нельзя делать так, что вы не обрабатываете исключения на всякий случай, а исключения вы ждете. Понятно, в чем разница? Всем понятно, что такое разница между написать проверку на всякий случай и ждать этой проверки. То есть написать код, который неминуемо воткнется в какую-то проверку, в какую-то ошибку и там застрянет. Или пойдет дальше. Или обработка исключения приведет к какому-то переключению работы программы с одного модуля на другой. Речь идет именно об этом. Все понимают, что нельзя делать исключительные ситуации обыденной, стандартной частью логики программы. То есть исключение – это не ошибки. Исключение – это исключительные ситуации. Вы случайно поделили на ноль. Бывает. Вы случайно попробовали открыть файл, который предложил вам пользователь, открыть не получилось. Нормально. Но нельзя ждать, что при обработке файла у вас обязательно все сломается. Это понятно? Вот такие бывают исключения. Второе. Исключения бывают асинхронные. То есть бывают синхронные исключения и асинхронные. Что такое асинхронные исключения? Асинхронные исключения происходят в заранее неопределенном месте программы. То есть они теоретически могут произойти где угодно. В любом месте кода. В любом месте программы. Самый яркий пример асинхронного исключения – это отключение электроэнергии. Аварийное отключение электропитания. Понятно, что на отключение электропитания мы никак повлиять не можем, и такое исключение никакого отношения к логике нашей программы, конечно, не имеет. И является асинхронным, может произойти в любой момент времени. Из-за наличия асинхронных исключений, скажите, можно ли написать программу, которая бы обрабатывала абсолютно все исключения, которые могут в ней произойти? Учитывая то, что у нас с вами есть асинхронные исключения, можно ли написать такой код,
бы гарантировал, что все исключения будут перехвачены и обработаны. Нет, конечно, да, мы не можем предусмотреть все, во-первых. Во-вторых, но вам подобный вопрос уже задавали на основах программирования. Помните, можно ли написать программу, которая бы обрабатывала все ошибки? Нельзя. Здесь то же самое. Что, если во время обработки исключения произойдет исключение? Все понимают, что вы получаете рекурсию в таком случае, если будете пытаться все обрабатывать. Поэтому, естественно, все абсолютные исключения перехватить нельзя. Мы их перехватываем на всякий случай, чтобы программа не вылетала на пустом месте. Согласитесь, очень бывает грустно, неприятно и обидно, когда вы работаете с программой, что-то в ней ломается, а она вместо того, чтобы предложить вам там сохранить результат работы или просто сообщить об ошибке и продолжить работу, ну, может быть, там, откатившись немножко назад, просто берет и вылетает в операционную систему. Можно ли избавиться от такого эффекта? Нет, нельзя. Есть всякие разные конференции программистов с самыми разными задачами, целями. В частности, там бывают всякие конкурсы и прочее. И вот есть, например, такая штука, это приз за самую, например, короткую программу с самым большим количеством ошибок. Или там еще какие-то вещи, там самую компактную логику определенной задачи. А есть, например, такая штука, то есть некий бонус, некий приз за самую надежно написанную программу. В свое время 9,5 баллов получила из 10 программа, которая на самом деле исключения не обрабатывала, а выкидывала их наружу, и этими исключениями занимался сторонний обработчик. То есть, в принципе, работала достаточно надежно. Поэтому это вот очень важная вещь, которую я хочу, чтобы вы поняли. Исключение – это не ошибка. Это особое событие в программе, требующее обязательной и незамедлительной реакции программиста. Но мы не обязаны обрабатывать все исключения. И, конечно, не имеем права встраивать исключения в логику. Нельзя сделать так, чтобы вот у вас файл обрабатывался, пока гарантированно не произошло бы исключение. Так делать нельзя. Нельзя писать код, заранее надеясь на то, что он сломается. Это всем понятно? Для того, чтобы работать с исключениями, для того, чтобы их перехватывать и обрабатывать, нужен достаточно простой инструментарий. Для того, чтобы перехватывать и обрабатывать исключения, предвидеть можно, мы об этом и говорим. Мы обрабатываем исключения на всякий случай, на всякий пожарный, что называется. Вот может так получиться, что вы открываете файл, его нету, ну и на всякий случай мы просто добавляем проверку. Что если пользователь попросит нас открыть то, чего нет, мы ему скажем: извините, открыть нельзя, выдадим соответствующее предупреждение. И дальше программа просто продолжит работу в том режиме, в котором была до исключения, до сбоя. То есть вы пытаетесь там в каком-нибудь Word открыть файл, вам система пишет: извините, открыть не могу, выдает соответствующее сообщение и продолжает работу, как ни в чем не бывало. То есть появляется сообщение, вы нажимаете ОК, с программой ничего не происходит. Она и не открыла файл, но и не вылетела. Вот, мы для этого исключения обрабатываем. То есть мы на всякий случай их обрабатываем. То есть не чтобы, а вот и они обязательно произошли, и мы построили логику на их основе. На всякий случай. Ну вот. Существует два подхода к обработке исключений. Первый носит название синхронной обработки исключений. Как это выглядит, мы сейчас запишем чуть попозже, поэтому я пока на этом останавливаться не буду. Второй способ – это асинхронный способ или неструктурный способ обработки исключений. Он существует только в некоторых языках программирования и зачастую просто-напросто не используется, потому что возможности языка, возможности синтаксиса ограничивают подобную обработку. То есть она вроде есть, но использовать ее реально не получится. Ну и, конечно же, во время обработки можно обработать исключение так, чтобы был возврат, то есть возврат к предыдущему состоянию, или чтобы программа перешла в новое состояние, то есть обработка без возврата. Обработка с возвратом в современных языках не используется, потому что, опять-таки, требует технологии, которых зачастую просто нету.
Поэтому в основном для обработки исключений в современных языках программирования используется структурная обработка исключений без возврата. Структурная обработка исключений без возврата. Такая обработка является частью синтаксиса любого языка программирования. То есть такая обработка, она не просто на пустом месте появляется, она является частью логики языка программирования. И построена на основе некоторого базового набора ключевых слов. Это ключевые слова try, с которого начинается блок синхронной структурной обработки исключений. Ключевое слово catch, которое позволяет перехватывать исключения. Ну а также двух ключевых слов throw и throws, которые обеспечивают создание, искусственное принудительное создание исключений, а также передачу управления на обработку исключений в другую часть программы, то есть в другую логику, в другой блок кода. Ключевое слово try используется для того, чтобы начать, как говорят, защищенный блок кода. То есть все те команды, которые вы напишете внутри блока try, будут защищены, и если в них произойдут исключения, они будут переданы в ключевое слово catch, где исключения можно перехватить и обработать. При этом try и catch могут находиться в разных частях программы. Можно ли запихнуть всю программу в try? Ну, во-первых, нельзя, потому что, чтобы запихнуть всю программу в try, запихнуть всю программу можно только поместив в try main. Для этого надо программировать выше мейна, а выше мейна у нас нет ничего. Ну, кроме виртуальной машины Java, но она сама умеет с исключениями бороться. Помните, у нас с вами уже несколько раз по ходу курса, мы с вами, разбирая примеры, получали такие сообщения, выделенные красным цветом. Вот вчера, когда пытались comparable интерфейс использовать, не объявив, когда мы на 0 делили в целых числах, помните? То есть виртуальная машина, естественно, все это умеет сама перехватывать. Мы, когда пишем код, перехватываем только какие-то отдельные элементы кода. То есть мы пытаемся защитить все опасные участки, все опасные нехорошие места кода, но запихнуть всю программу в try мы, конечно, не сможем. Если исключение в блоке try происходит, оно передается в catch, где бы catch ни стоял. То есть зачем это может быть интересно? В программировании, как мы с вами знаем, есть процедуры и функции. Только вот процедур почему-то в большинстве языков программирования не бывает. Функции есть везде, а вот процедур очень часто нету. Почему? Потому что процедура – это функция без возвращаемого значения. Чем она плоха? Чем плоха процедура? Чем она хуже, чем функция? Чем она хуже, чем функция? Да, результата не видно. Непонятно, хорошо она отработала или нет. Но в объектно-ориентированных языках у нас с вами есть конструктор. Некий метод, у которого возвращаемого значения нет. А если бы он и был, мы бы не смогли с ним работать. Что если во время работы конструктора произойдет сбой? Мы же об этом никак не узнаем, вообще говоря. Но если есть исключение, мы можем о нем узнать через команду catch. И сегодня мы с вами это обязательно посмотрим. После для этого нужны конкретные примеры. Мы сейчас с вами будем работать с файлами и все это подробно разберем. Ключевое слово throw нужно для того, чтобы вбросить исключение.
создать свое собственное. При желании на Java вы можете унаследоваться от класса exception, исключение по-английски exception, и оно реализовано на Java в виде класса, и создать свое собственное исключение и искусственно вбрасывать, генерировать свои собственные исключения. Для большинства задач хватает стандартных исключений. В современных библиотеках, на том же C++, исключений очень много, и они охватывают все, что может происходить в вашей программе. Например, в современных библиотеках под Java есть такие вещи, как Touch Screen Exception. Угадайте, исходя из названия, с чем связаны эти исключения, что называется, да? Ну, понятно, вопрос риторический. Поэтому в большинстве случаев достаточно использовать стандартные исключения и научиться работать с ними, что мы с вами сегодня и сделаем. Ну а команда throws позволяет сообщить об опасном исключении, произошедшем в методе снаружи. Представьте себе, что вы, создавая main, используете метод некого класса, в котором может произойти какое-то серьезное исключение, которое нужно обрабатывать обязательно. Обязательно ли надо обрабатывать деление на 0? Ну, понятно, что нет. Если у вас программа написана аккуратно, вы вряд ли в это деление на 0 попадете, так что это можно не обрабатывать. А вот обязательно ли нужно обрабатывать ошибку ввода-вывода? Проблемы работы с файлами, невозможность открыть файл, явно ошибки ввода-вывода. Ну, что-то сломалось, и мы с ресурсом просто не можем работать. Конечно, нужно. Потому что если у вас сломался ввод-вывод, то у вас, возможно, и программа дальше работать не будет. Но представьте себе, что вы написали программу, которая что-то вычисляет, и она должна сохранить результат своей работы в файл. Вы пытаетесь открыть файл, вам говорят, там место кончилось, квоты нету, еще что-то. Ну, нельзя файл создать. Что-то надо делать, правда? Поэтому есть исключения, которые обрабатывать нужно. Если лень, можно, конечно, все передать в виртуальную машину. Но желательно обрабатывать. А откуда мы узнаем, что в методе, который мы используем, может быть такое вот неприятное исключение? Нам без throws работать нельзя. Помните, когда мы с вами разбирали рефлексию, мы с вами как раз ключевое слово throws добавили. Почему оно у нас появилось, почему без него у нас бы ничего не работало? Помните, что такое рефлексия, команда class for name? Это возможность узнать служебную информацию о классе. Команда class for name загружает класс по имени. Можно продолжать программировать, можно продолжать работать дальше, если мы не смогли загрузить класс по имени. Ну вот я говорил, что один из ярких примеров использования рефлексии, принудительной загрузки кода класса, это загрузка драйверов баз данных. Вот вы попытались загрузить драйвер базы данных по правильному имени, вам сказали, что такого имени нет. Это что значит? Что у вас драйвера нету, правильно? Можно в таком случае продолжать работу программы, которая содержит исключение. Подобное. Ну, вопрос риторический. Какой правильный ответ? Конечно, нельзя, естественно. Поэтому команда throws используется для того, чтобы сообщить человеку, который будет пользоваться вашим методом, что у вас могут быть внутри серьезные проблемы, серьезные ошибки или серьезные исключительные ситуации. Напоминаю, исключение не обязано быть ошибкой. Могут ли в программировании быть явно ошибки? Могут. В Java есть специальный класс error. Есть у нас с вами класс exception. Он описывает исключения. А есть класс error. Это уже ошибки. Как правило, ошибки в программировании в современном являются критическими. Ну, то есть, если у вас произошло исключение ввода-вывода,
то это у вас там файл недоступен, места не хватает, доступа нет. А вот если у вас произошла ошибка ввода-вывода, ну, условно говоря, это, скорее всего, означает, что если вы с файлом пытались поработать, а у вас именно ошибка ввода-вывода появилась, а не exception, то надо посмотреть под стол внимательно на компьютер. Может, у вас просто над жестким диском пламя в пару сантиметров. То есть исключение – это когда, ну, все совсем плохо. Прошу прощения, ошибки – это когда все совсем плохо. Исключения могут быть связаны с какими-то текущими некорректными операциями программы, могут быть не связаны с ошибками. Ну, вот как примеры, которые я привел. Деление на ноль, открытие файла. То, что мы начали делить на ноль, это не ошибка. Ну, просто вот с данными что-то не то. Надо другие данные выбрать, сообщить о чем-то пользователю. Если происходит ошибка, это все плохо. Ошибки обрабатывают отдельно, и ошибки – это уже другая история. Это когда мы пишем системный код, просто так ошибки вы никогда не встретите. Наша с вами цель дальнейшая – разобраться в том, что такое эксепшены. Самый яркий и простой пример эксепшенов – это исключения, связанные с работой с файлами. Ну вот и давайте, собственно говоря, на примере файлов поговорим о операциях ввода-вывода и заодно об исключениях ввода-вывода. Есть ли какие-то вопросы по тому, что такое исключение? То есть здесь, что называется, ничего не добавить. Обработка исключений без возврата значит, что мы обработали исключение, и программа пошла дальше. То есть мы не предлагаем пользователю еще раз открыть файл, мы не пробуем еще раз выделить память, мы просто ловим исключение, выход за границу массива, деление на ноль, ошибку ввода-вывода, исключение ввода-вывода. Говорим, что у нас что-то сломалось, и переходим к следующим командам программы, переходим к следующему состоянию. То есть мы не предлагаем исправить ошибку. Да, это вопрос исключительно информирования. Мы говорим, что вот что-то не пошло не так, мы там сделали то-то, мы там заблокировали операцию, взяли другие данные или остановили программу. Пожалуйста, сделайте выбор. И, ну, смотрите, у вас, например, есть сервер работает с какой-то математикой. Вдруг математика сломалась, что происходит? Сервер пишет в лог, в журнал, что у него что-то сломалось, сообщает об этом пользователю, ну и дальше пользователь что может сделать? Перезагрузить сервер, остановить, выключить его и так далее. То есть мы не предлагаем исправить эту проблему. То есть обработка исключений без возврата – это вопрос информирования. Совершенно верно. Еще вопросы? Так, больше вопросов нет. Тогда давайте исключения на практике. Сегодня мы, естественно, будем работать с готовыми исключениями. Чтобы создавать свои, нужно сначала со стандартными научиться работать. Я не знаю, придется ли вам когда-нибудь создавать свои исключения. В большинстве случаев это никому не нужно. Ну, если только вы не собираетесь какую-нибудь там свою собственную надстройку над Java создавать или еще что-то. То есть обычно хватает стандартных исключений. Поэтому сегодня мы научимся с ними работать, понимать, для чего и зачем их перехватывать и обрабатывать. А для этого самое хорошее – это разобраться в работе с файлами. Итак, третье, прошу прощения, что мы сегодня должны разобрать. Первое было у нас с вами до обеда особые классы, второе исключение, третье файлы и операции ввода-вывода. Работать с файлами вы умеете еще со времен языка C. Но мы все равно это разберем, конечно же. Не потому что во всех языках программирования работа с файлами устроена по-разному, на самом деле одинаково, конечно. Просто в Java очень специфический инструмент используется при работе с файлами. Очень несложный, но понимать его нужно. Но начнем мы непосредственно с файлов. Когда вы изучали C, C++, скорее всего, никто из вас файлы на диске не искал, не работал с файловой системой. Почему? Потому что когда вы учите языки программирования типа C, C++, вы работаете с данными
уже в самих файлах, потому что работа с файловыми системами требует знания того, что такое файловая система, что в ней есть, как она устроена, как она работает, ну, то есть каких-то таких вот специальных, в общем, не всегда простых сведений. Java кроссплатформенная, поэтому в ней все делать с одной стороны проще, с другой стороны может быть сложнее. Ну, сейчас это все увидим. Поэтому начнем мы с вами не с чтения и записи файлов, с самими файлами. Давайте научимся их, ну, каким-то минимальным способом, например, искать. Для этого создаем новый проект, и в нем мы с вами не будем создавать новых классов. Давайте немножко от создания классов отдохнем и попробуем поработать со стандартными готовыми классами языка Java. Ну и заодно подтвердим ту истину, то, о чем я уже говорил, что для того, чтобы научиться пользоваться библиотеками, совершенно не обязательно читать кучу литературы, а достаточно просто знать общие принципы программирования на Java и уметь этими принципами пользоваться. Итак, давайте для начала попробуем просто достучаться до файловой системы. Как должен называться класс на Java, который позволил бы мне работать напрямую с файлами? Не с их содержимым, к этому мы потом вернемся, а с файлами. Нет, класс утилита здесь не нужен. Класс утилиту мы с вами увидим, но позже. Все гораздо проще. Нет, это неправильный ответ. Как должен называться класс для того, чтобы работать с файлами? Ну, собственно, давайте вот программировать на Java, опираясь на... Нет. Класс System, он для системных операций, для самого языка. Нет, он к файлам никакого отношения не имеет. Здесь обычный класс нужен, не класс утилита, потому что мы с файлом будем работать явно. Совершенно верно. Класс называется файл. Вот он. Находится в пэкэдже Java IO, Java Input Output. Не забывайте, пожалуйста, что классы на Java начинаются всегда с заглавной буквы. Ну, так как это класс файл, и мы собираемся попробовать поработать с файлом, объект я так и назову файл. Обратите, пожалуйста, внимание на интересную особенность конструкторов класса файл. Здесь нет конструктора умолчаний. Что, в общем, очень логично, правда? Если бы здесь был конструктор по умолчанию, прошу прощения, конструктор умолчаний, то он бы открывал какой-то файл по умолчанию. А какой файл по умолчанию мы должны открывать? Нельзя работать с файлом, пока вы не знаете его названия, его имени. Поэтому конструкторы класса файл все абсолютно содержат аргументы. Давайте воспользуемся первым конструктором, у которого аргумент строковый. Мы к этому привыкли, что с именами файлов мы работаем как со строкой. Так как я не указал путь к файлу, когда я буду работать с этим файлом, где он должен находиться, где он появится, если, например, придумаю, как его создать. Да, в текущей директории, в той папке, в которой мы работаем. Правда, у нас NetBeans там или Eclipse, или идея у кого-то.
Что такое текущая папка? Что такое папка, в которой мы работаем? Это в каждой среде бывает индивидуально. В NetBeans это папка проекта. В других средах могут быть какие-то другие папки, но если вы не указали путь к файлу, то файл создается в той папке, в которой вы в данный момент работаете. Ну и давайте как раз вопрос создания разберем. Я бы хотел создать файл test.txt у себя на диске. Как это сделать? Вы все знаете, давайте писать вместе. Нет, что-нибудь туда записать, это мы на C так делали. На Java можно сделать гораздо красивее. Зачем мы будем использовать инструментарий, который мы знаем? Мы с вами договорились, что мы пока ничего не пишем и ничего из файлов не читаем. Мы хотим с файловой системой поработать. Какой create? Прям так и писать create? Create new file. Уверены? Ну, раз уверены, давайте писать. Итак, create new, new, Ctrl пробел. Что-то нет такого метода. Ну так и надо было писать. Представьте себе, что вы пришли на собеседование или сдаете экзамен. Какой к черту create new file? Так. Видите, подсказочка есть. Здорово. Как только мы это с вами напишем, сразу же получится проблема. Почему-то круглые скобки подчеркнуты. Раньше у нас такого не было. Вернее, было, когда мы рефлексию использовали, но мы тогда не знали, о чем речь идет. Давайте читать, что не в порядке. Подводим курсор к лампочке и читаем. Необработанное, unreported, необъявленное, исключение и exception. IO, понятное дело, input-output, аж исключение ввода-вывода. Должно быть перехвачено или вброшено. Что можно сделать? Можно кликнуть по лампочке и выбрать вот эту подсказку. У мейна добавится throws, ошибка исчезнет, вот только куда будет передаваться исключение в случае, если оно произойдет? Куда будет передаваться исключение, если мы throws написали в мейне? Куда будет передаваться исключение, если мы throws написали... Не, как же в консоли? Консоль — это просто консоль, не. Но я только что об этом рассказывал. Куда будет передаваться исключение, если мы дошли до мейна? Правильно, а куда? Куда конкретно? Я же уже говорил об этом. Кто у нас в конечном итоге всегда все перехватит, если мы даже что-то потеряли или забыли? Да, в виртуальную машину, абсолютно верно. Но я бы не хотел это делать в моем примере, поэтому давайте мы throws удалим. Если кто-то его вместе со мной добавил, удаляем. Исключение вернется. Еще раз кликаем по лампочке и выбираем другую подсказку. Surround statement with try-catch. Окружить выражение try-catch. Появляется вот такая штука. Кто работает в Eclipse или в IDE, у вас вот этой части нет. Давайте я приведу все к общему знаменателю. NetBeans по умолчанию использует лог. В виртуальной машине в Java есть внутренний лог. Система логирования, которая записывает все проблемы, произошедшие в виртуальной машине. В Eclipse, по-моему, тоже похожий код появляется. Идея создает пустой обработчик, насколько я помню, или наоборот. Не помню. Все убираем. Что значит появившийся у нас код? Блок try, вот он, обрабатывает все исключения, происходящие внутри него, на уровне нашего с вами кода. Не на уровне виртуальной машины, а прямо в нашей программе.
Внутри этого try у нас с вами есть команда create new file, которая потенциально опасна. Почему может не получиться создать новый файл? Давайте вспоминать язык C. Если мы с вами создаем новый файл, то он создается всегда каким? Если вы в языке C используете режим открытия файла на запись, да? Если файла нет, он создается. Каким он создается? Что внутри него находится? Пустым. Совершенно верно. А что, если мы с вами на языке C откроем файл на запись, который уже существует? Что произойдет с файлом? Что, если мы в языке C откроем на запись файл, который существует? Что произойдет с файлом? Да, очистится, совершенно верно. Язык C при попытке открыть файл, если он не существует, создает его, пустым, конечно. А если файл есть, очищает. А что, если мы с вами в Java попробуем создать новый файл с именем, соответствующим файлу, который у нас уже есть и который защищен от записи? Можно создать будет файл в такой ситуации? Нет, конечно, потому что для создания файла файл должен быть пустым, а если такой файл уже есть и он чем-то заполнен, извините. Да, возникнет исключительная ситуация. То есть нельзя создать новый файл, если такой файл уже существует и защищен от записи. Произойдет исключение под названием EO-exception, которое мы по ссылке X перехватим, узнаем, что произошло, и сможем обработать. Ну, элементарно, например, вывести на экран, что произошло. Для этого в исключении есть метод getMessage, который выдает на экран в обычном режиме сообщение о проблеме. Ну а дальше вы можете отреагировать на это исключение как угодно. Можно взять и аварийно завершить main, или передать куда-то управление, если мы не в мейне сломались, или что-то еще сделать, ну, что угодно. Многие в этот момент говорят, ну, подождите, а давайте просто напишем логику, проверку какую-нибудь, и тогда нам не придется обрабатывать исключения. Так работать не будет. Не делайте этого. Я просто покажу, в чем тут фокус. Ну, например, что обычно люди предлагают написать. Если файла нет, то его можно создать. Ну, вроде логично, только смотрите, подчеркивание всего все равно сохраняется. Почему? Потому что, во-первых, файл нельзя создать не тогда, когда он есть, а тогда, когда его нельзя создать, когда он защищен от записи, когда места не хватает, еще что-то. Во-первых. А во-вторых, проблема в методе createFile. Вы понимаете, что нельзя последующими проверками избавиться от проблем, ошибок, исключительных ситуаций, написанных ранее. Их нужно перехватывать, их нужно обрабатывать. Поэтому if здесь ни под каким соусом не поможет. И тогда люди говорят, ну отлично, а если if не нужен, давайте просто программировать без проверок, вообще никаких ифов писать не будем, а просто понатыкаем везде исключений. А так тоже нельзя делать. Потому что если вы пытаетесь написать при помощи if обработку исключения, а вам это не дают, совершенно нормально, потому что ошибка происходит, исключение не у вас, ее надо обрабатывать. А если вы не пишете ифы, то исключения у вас гарантированно будут происходить. А это тоже недопустимо, потому что нельзя встраивать исключения в логику программы. Поэтому исключения мы обрабатываем на всякий случай.
Делаем это для того, чтобы у нас программа работала надежно, чтобы она не вылетала с жутким криком, что все плохо, с красными сообщениями об эксепшенах, а, например, могла продолжить работу дальше. Ведь здесь не обязательно писать return. Можно, ну, я не знаю, например, у вас есть оконный интерфейс, пользователь кликнул открыть файл, выбрал файл, открыть его нельзя. Вам программа написала открыть файл нельзя, пользователь нажал ОК. Что, после этого программа закрывается? Нет. Она продолжает работать, как ни в чем не бывало, просто пользователь может кликнуть по команде «открыть файл» еще раз и открыть какой-то другой файл, правда? То есть мы с вами ни в коем случае не интегрируем логику исключения в логику программы. Это ни в коем случае мы не делаем. Мы все это обрабатываем на всякий случай, если что-то пойдет не так. Вот так выглядит обработка исключительных ситуаций. Общее правило, касающееся исключения, оно такое. Еще один момент. В блоке try нужно стараться писать как можно меньше кода. Можно взять и написать try в начале мейна, catch в конце мейна, а все остальное поместить в try-catch. Можно. Только два вопроса. Зачем и что вы будете делать, если у вас в кэтче все сломается? Но это то, о чем я спрашивал. Что будет, если пока вы обрабатываете исключение, произойдет исключение? Поэтому мы стараемся внутрь блока try помещать как можно меньше кода и ловить ошибки конкретные. Бывает такое, что внутри блока try может произойти несколько исключений. Тогда мы их обрабатываем по отдельности, индивидуально каждую. Для того, чтобы по-разному реагировать на разные исключения. Ну, подобных проблем у нас с вами, не помню, будут они сегодня или нет. По-моему, все-таки будут. У нас будет один пример на эту тему. Ну, посмотрим. Но если сегодня не будет, то когда-нибудь вы к этому еще вернетесь. У нас с вами происходит следующее. Мы пытаемся создать новый файл, и если у нас нет места на диске, если нам запрещено создавать файлы в указанной директории, мало ли почему, произойдет исключение, нам о нем сообщит система обработки исключений, встроенная в Java, и мы попадем в кэтч. При этом смотрите, как интересно это будет работать. Где будет происходить исключение в данном методе? Оно будет происходить внутри него, правильно? Ну, я понимаю, что это вещи банальные, но тем не менее. Исключение будет происходить внутри метода createNewFile, правильно? Если внутри этого метода произойдет исключение, то мы до реторна дойдем или сразу в кэтч попадем? То есть вот представьте себе, что мы создаем новый файл, создать его не получилось, возникло исключение. Мы в кэтч попадем сразу или сначала дождемся реторна из createNewFile? Сразу, конечно. То есть здесь есть такой момент, опять же, фраза, улучшающая понимание, но не совсем правильная, поэтому никому не говорите, что я ее произнес. Исключение – это что-то вроде второго реторна. Представьте себе, что у меня есть вот такая вот функция. Именно функция, а не метод. То есть я пока про язык C вспоминаю. Всем понятно, что эта функция делает? Всем понятно, что эта функция всегда возвращает либо 0, либо 1. Ну, потому что она в целых числах делит на x, единицу на x. То есть, когда x равен единице, ответ единица, во всех остальных случаях 0. Тут уже деление целое. Всем понятно? Отлично. А тогда что нам делать, если x равен нулю? Нет, ну, мы, конечно, можем написать вот так. Только дальше что писать?
Ничего на ум не приходит, правда? Напишем, а так в C нет эксепшенов. Ну, подменять X это такое себе. Человек, не знающий математики, подумает, что у него все на ноль поделилось. Нет, нельзя. А эксепшенов в C нету. Поэтому мы, скорее всего, сдаемся, оставляем функцию как есть, ну а не работает, значит, не судьба. Именно поэтому, например, scanf в языке C передает прочитанное с клавиатуры значение через адрес и при этом может вернуть успешность, неуспешность считывания. Именно поэтому многие функции языка C работают с указателями. Вам нужно узнать, корректно или некорректно они отработали, а как это сделать вот в случае с функцией f. Но давайте вспомним, что мы с вами все-таки Java учим. Можно ли делить в целых числах на 0? Ну, мы это в самом начале курса видели. Нельзя, происходит arithmetic exception. Все это помнят. Это был первый exception, который мы с вами увидели. А значит, что произойдет на Java с такой функцией? Мы в нее зайдем, она попытается поделить на 0, моментально сгенерирует арифметическое исключение, либо вывалится в виртуальную машину, либо попадет в кэч. То есть exception — это, ну так, в кавычках, второй return. Если что-то пошло не так, мы из функции выйдем. Можно ли пользоваться тем, что exception, исключение — это второй return? То есть обрабатывать можно. А можно ли этим пользоваться? Можно ли встраивать это как логику? Да, совершенно верно, нельзя. Ну вот, что такое исключение? То есть мы обрабатываем на всякий случай их. Если что-то происходит не так, мы сразу попадаем в кэч. Если кэтча нету, то в виртуальную машину. Давайте запустим программку. Она должна корректно отработать. Ну и дальше в папке, в которой мы работаем, где у нас хранятся проекты, появится пустой файлик размером 0 байт под названием тест. Красота. Вопросы есть какие-то по исключениям? Нет вопросов, да? Тогда давайте писать дальше. Файл мы с вами создали, и это здорово. Но давайте все-таки напишем программу поинтереснее. То есть, с чего мы с вами начинали? Я бы хотел научиться искать файлы на диске. Для того, чтобы написать эту программу, вам нужно знать, что изначально Java создавалась под Linux. Почему это важно? Потому что в Linux, кто с этой операционной системой не работал, папки — это тоже файлы. В Linux вообще любая системная конструкция является файлом. Драйвер — это файл, устройство — это файл, терминал — это файл. Поэтому, если я хочу в определенной папке на диске поискать файлы, я должен воспользоваться опять классом файл. Только назову я эту переменную, этот объект dir, директория. Работать я буду с текущей директорией, что во всех операционных системах записывается вот так. Использовать пути в Java нельзя. Потому что в Windows пути пишутся через обратный слэш, а обратный слэш в C-подобных языках управляющий.
В Linux через прямой слэш. Можно, конечно, универсальный путь записать через так называемый сепаратор. В Java все предусмотрено. Но если мы записываем абсолютный путь на Windows, то он начинается с C двоеточие, D двоеточие и так далее. В Linux с корневой директории. В общем, когда вы программируете на Java, вы можете использовать только относительные пути. Абсолютные пути надо генерировать, и к ним никто не привязывается. Поэтому давайте в нашем примере мы будем искать данные в текущей директории, ну то есть в папке проекта. Для этого я создам файл вот с таким вот путем. Это будет директория. Так как Linux построен, Java построена на логике Linux, папки — это тоже файлы. Как мне искать файлы? Не, я спрашиваю не закон, мы сейчас придумаем чего-нибудь. Давайте просто заставим программу работать, чтобы она хоть что-то искала. То есть не как мы будем файлы искать, а ну, чтобы она просто работала, чтобы она хоть что-то нашло. Пусть она все найдет. Как это запрограммировать? Я не понимаю, зачем вы думаете, если надо писать. Какой цикл? Чтобы написать цикл, надо думать, а мне лень думать. Я на Java программирую. Да, dir. Правильно. Дальше. Exists — это возможность проверить, существует ли файл. А я хочу просто файлы искать. Если я хочу просто файлы искать, что должен возвращать метод? Массив, правда? Да, совершенно верно, лист. Значит, смотрите, list files. У нас с вами есть три метода. List files без аргументов, list files с аргументом FileFilter и list files с аргументом FileNameFilter. Методы listFiles, перегруженные, это методы перебора содержимого указанного файла, то бишь директории. Так как мы пока ничего не знаем, мы будем пользоваться, естественно, первым методом, но обратите внимание сначала на его возвращаемое значение. Файл с квадратными скобками. То есть что является возвращаемым значением лист файлов? Массив, совершенно верно. То есть в результате работы метода listFiles, который я понятия не имею, как работает, мне это и не интересно, главное, что он есть, я смогу перебрать все файлы и получить их в виде массива. Замечательно. Как вывести на экран, что у нас с вами получилось? Как вывести на экран то, что у нас получилось? Да. Так, а почему файл 1? А, файл уже занят. Ну, давайте F, что ли, поставим. Так, ну и давайте выведем на экран, что ли, просто имена того, что мы нашли. Чтобы найти имена, надо искать метод, который начинается на что? Если мы хотим из объекта что-то получить, нам надо, ну, метод должен начинаться со слова get, ну а дальше все просто getName, правильно. Но смотрите, какая проблема. Собственно, о чем я говорил, то мы и получили. С точки зрения Java, директории тоже файлы.
Поэтому система поиска вывела все, что нашла в нашей директории и файлы. Ну, это как бы отлично, она работает. Другое дело, что мне бы хотелось все-таки увидеть только файлы, например. Мы сейчас придумаем, как это написать, но сначала понятно, что делает вот этот кусочек кода. Вопросы есть какие-нибудь? В смысле пусто? Не может быть такого. Вы в какой среде работаете и в какой операционной системе? Не может быть такого. У вас здесь точно стоит точка? Объекты не перепутали? Везде должен быть dir, dir list files, а не файл. Внизу файл буква F, чтобы он все перебирал. f.getName. Проверяйте. Должно быть так же, как у меня. Сергей, я не понял вопроса. Где у нас стоит точка и чего он вернул? Вопросы есть какие-нибудь? Нет вопросов. Тогда смотрите, что бы я хотел, чтобы эта программа делала. Я бы хотел, чтобы она искала не все, что находится в текущей директории, а только файлы. У нас в текущей директории всего 3 файла, я вот только их и хочу увидеть. Что мне для этого надо будет сделать? Что мне для этого надо будет сделать? То есть здесь нам с вами ничего писать не надо, надо просто использовать готовый код. У нас есть замечательный класс файл, который может выполнять всякие замечательные операции с файлами и директориями. И вот, как мы с вами увидели, он умеет искать и файлы, и директории. Я бы хотел, чтобы он искал только файлы. Здесь стоит точка, потому что мы с вами работаем с текущей директорией. Что значит f is file? Это что, мне прям так написать, где я хочу? NetBeans, к сожалению, громоздкий. Бывает, что ломается. Условия в переборе. Правильно. Нам нужно изменить вот эту штуку. Итак, давайте еще раз посмотрим на подсказку. Лист файлов у нас 3 штуки. Обычный лист files, он просто перебирает все, что видит. List files с файл-фильтром и list files с файл-name-фильтром. Чем нужно воспользоваться, чтобы найти не все подряд, а только файлы? Третье – это file-name фильтр, фильтрация по имени. Да, нужно использовать вторую фильтрацию, файл-фильтр, чтобы фильтровать не по имени, а по типу файлов. Для того, чтобы передать фильтр в list files, этот фильтр надо реализовать. Ой, я зря закрыл подсказку, потому что
FileFilter – это интерфейс. То есть этот пример очень яркий и очень известный, и очень классический. Помните, когда я рассказывал вам про полиморфизм, про три времени, про прошлое, настоящее и будущее, я как раз и рассказывал про поиск файлов. Это очень известный стандарт. То есть для того, чтобы метод listFiles чем воспользуемся? Анонимным классом или лямбда-выражением? Напоминаю, лямбда-выражение можно получить просто при помощи лампочки. Но как хотите. К сожалению, в NetBeans, кстати говоря, сразу по умолчанию подстановка лямбда-выражения не будет работать. В Eclipse, в идее, там можно просто вызвать подсказку, и он вам сразу лямбда-выражение предложит. Итак, чем воспользуемся? Анонимным классом или лямбда-выражением? Классом. Хорошо. Тогда мы пишем следующее. New FileFilter. Обязательно вызываем подсказку, должен появиться импорт. Выбираем подсказку, и автоматически появляется код. Мы с вами это уже видели. То есть, если реализация обязательная, код автоматически подставится. Что такое метод accept, если он возвращает boolean? Напоминаю, мы хотим с вами фильтровать файлы. Что такое метод accept? Что такое метод accept? Если он возвращает boolean. Ну, зачем мы с вами добавляем файл фильтр? Угу. Мы будем фильтровать файлы, которые нам подходят, и файлы, которые нам не подходят. Что такое метод accept, если он возвращает boolean? То есть логический тип данных, true, false. Это и есть фильтр, совершенно верно. Он будет говорить, какие файлы нам не подходят, подходят, какие нет. Аргумент у него называется довольно по-дурацки. Давайте мы эту штуку переименуем в... Так, буква F уже занята, правда, ниже. Не запутайтесь, если я здесь тоже букву F подставлю, или придумать что-нибудь другое. Не будет это путано, нормально будет? Так. Фильтр. Понимаете, мы с вами фильтр пишем. Нам в этот фильтр передадут информацию о файле, а мы скажем, годится этот файл или нет. Поэтому нет, фильтром это называть нельзя, вот это как раз будет неправильно. То есть нам фильтр передадут файл, а фильтр скажет, годится ли этот файл. FF. А почему здесь FF? Файл фильтр. Не. Фильтр это то, что мы пишем. Фильтр это вот эта вся штука. Вот это все. Вот это все и есть фильтр. А здесь мы должны придумать переменную, которая будет обозначать Ну, давайте назовем эту штуку вот так. Нам же передадут тот файл, который в данный момент, ну, тот элемент файловой системы, который в данный момент нашел автомат, нашла автоматика. А мы должны будем решить, годится нам этот текущий файл или нет. Current файл. Ну а дальше что мы должны вернуть из метода accept? Условие того, является ли текущий файл
файлом. И, пожалуйста, мы нашли только файлы. Как-то так. Вот зачем нужны анонимные классы и лямбда-выражения. Кто хочет, может лампочкой воспользоваться, свернуть все это в лямбда-выражение, но код сразу станет, как мне кажется, менее понятным. Если кому-то понятно, супер, это очень здорово. Это значит, что вы уже понимаете логику лямбда-выражений, и это замечательно. Для того, чтобы искать в другой директории, вам, как и в C, нужна рекурсия. То есть нашли директорию, рекурсивно ушли в нее и так далее. Не хотите руками программировать рекурсию? В Java есть классы, управляющие рекурсией. Но для этого надо читать документацию. То есть в Java так всегда. Либо сами пишете, либо ищете, как это на Java реализовано. Причем второй вариант предпочтительнее. Я, кстати, по-моему, забыл об этом сказать на первом занятии. На Java бессмысленно программировать с нуля свои собственные стандартные алгоритмы. Не потому, что у вас получится хуже, а потому что если вы напишете алгоритм свой собственный, вы его напишете на Java. А угадайте, на каких языках эти же алгоритмы в Java написаны. Ну, понятное дело, что на C++, они просто будут быстрее работать. Поэтому здесь надо уже читать документацию, смотреть учебники. Не нашли, пишите свое. Либо лезть в интернет. Это меня, кстати, жутко бесит в современном программировании. То есть, в принципе, это логично. Зачем писать то, что уже сделано? Можно экономить свое время. Вот только здесь появляется вопрос, что быстрее, найти готовую библиотеку в интернете, да еще хорошую, чтобы вы в ней поняли, чтобы она работала, или самому написать? Вот мне проще самому написать. Еще вопросы есть по данной программке? Нам с вами осталось поработать только с содержимым файлов и с коллекциями разобраться. То есть мы сейчас с вами попробуем файлы почитать и позаписывать. Он нам больше не нужен. После перерыва мы перейдем уже к работе с содержимым файла. Пока у нас перерыв. После перерыва мы поговорим о том, что можно делать при работе с файлом уже с содержимым, читать, записывать, как все это делать. В конце скажем пару слов о коллекциях, как раз это очень хорошо подходит к работе с файлами. Ну и будем потихоньку переходить к лабораторной работе. В принципе, нам с вами осталось немного сегодня, так что я думаю, что на лабораторку сегодня опять времени будет достаточно. Напоминаю, что сегодня у нас лабораторка заключительная. Для получения зачета 5-ю делать не нужно. Те, кто еще не сделали все лабораторные работы, 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, нужно их обязательно доделать. У кого есть возможность, у кого есть время, можно до завтра подумать над дополнительными задачками. Если нет, нет, значит нет. Пока перерыв, после перерыва продолжим. Так, ну что ж, давайте продолжать. Напоминаю, что в программировании у нас с вами есть два вида файлов. Это файлы текстовые и бинарные. Текстовые файлы представляют из себя чистый текст и в основном используются в современном компьютере для создания всевозможных служебных файлов, инициализационных, конфигурационных, исходников программ, командных файлов. Гораздо реже используются текстовые файлы, условно говоря, формата TXT, текстовые документы. Ну и дальше используются также бинарные файлы, файлы определенной структуры, для чтения и записи которых уже нужны специальные алгоритмы. То есть если вы хотите работать с JPEG-ами, с MP3 файлами, с AVI файлами, вам нужны специальные библиотеки. Как выглядит работа с файлами, что она из себя представляет? Давайте разберем на примере несложной программки, в которой мы с вами попробуем поработать с файлами на уровне чтения записи, опять же, используя стандартные классы Java, то есть не создавая ничего своего.
Ну и попробуем почитать и записывать в файлы данные. Начнем с того, что попробуем записать информацию в файл. Для того, чтобы наш с вами пример был поинтереснее, мы с вами его оформим не только в main, но и с использованием вспомогательных функций, потому что мы с вами уже говорили о работе с классами, о работе с своими классами, о их программировании. Но методы отдельные функции мы использовали мало, в основном только на первом занятии для некого учебного примера. А вот сейчас давайте поговорим об этом уже, воспользуемся этим посерьезнее, когда будем говорить о файлах. Итак, первый метод, который я бы хотел запрограммировать, это будет метод, который будет отвечать за запись приветственного сообщения в файл. То есть, когда мы с вами начинаем работать с какими-то новыми конструкциями, мы всегда начинаем, как говорится, от печки, то есть начинаем с каких-то простых базовых вещей. И вот, собственно говоря, наша с вами дальнейшая цель – это взять вот этот самый код и написать. Итак, как может называться метод, который будет записывать информацию в файл? Пусть он, например, называется write hello. Мы с вами что-то вроде hello world напишем. To file. Что может быть аргументом подобного метода? Что может быть аргументом подобного метода? Понятное дело, имя файла, который мы, естественно, собираемся записать. Пусть он так и называется hello.txt. Это будет файл, куда мы с вами будем записывать приветственное сообщение. Это будет файл, куда мы с вами будем записывать наше приветственное сообщение. Пока больше я ничего в main писать не буду. Давайте воспользуемся лампочкой для генерации метода и запрограммируем его. Класс файл, который мы с вами уже использовали сегодня, работает исключительно для доступа к самим файлам. Если вы хотите что-то записать или прочитать, вам нужны другие файлы, другие классы. В Java этих классов глобально две категории. Первая – это ридеры-райтеры. Это классы, в названии которых присутствует слово reader-writer. Они и классы, в названии которых присутствует название stream. Соответственно, стримы – это классы, используемые для работы с бинарными файлами. Ридеры-райтеры с текстовыми, стримы с бинарными. Так как в начале примера мы собираемся с вами вывести просто сообщение вроде Hello World в текстовый файл, мы с вами воспользуемся райтером. Давайте это напишем. Для того, чтобы записать текстовое сообщение в файл, нам с вами понадобится класс под названием FileWriter. Пишите здесь название класса подлиннее, потому что подсказка сразу не появится, а классов, начинающихся со слова «файл», в Java очень много. Вот нам с вами нужен класс FileWriter. Находится он там же в пэкэдже IO, input-output, в пэкэдже ввода-вывода. С помощью него мы с вами попробуем записать данные в файл.
Ну, раз это файл writer, пусть он называется writer. И смотрите, какая интересная штука. Дело в том, что вы можете, как и в языке C, сразу же при объявлении файловой переменной открыть файл. Но только в отличие от языка C, открытие файла на Java означает вызов конструктора. Ну, обращение к конструктору, вызов конструктора Java. Может ли так получиться, что при открытии текстового файла, ну, на самом деле любого другого файла, неважно, мы с вами не смогли открыть файл. То есть, опять-таки, когда мы открываем файл на запись, понятно, что если его не было, он создается, если он был, он очищается. Но что если файл уже был, и нам его запрещено редактировать? Что если файл с названием, которое мы выбрали, уже есть в системе, и он защищен от записи? Мы не сможем его открыть. А значит, прямо в конструкторе произойдет исключение. Для того, чтобы решить подобную проблему, вам нужно либо передавать обработку исключения наружу, но это мы с вами разберем в следующем методе, либо воспользоваться специальным вариантом блока try, который недавно появился в Java относительно нашего с вами стандарта в 7-й или 6-й версии, не помню. Этот особый вариант блока try позволяет автоматически обработать исключения в конструкторе и автоматически закрыть файл в случае любого другого исключения. Зачем нужен try с ресурсами, так называемый? Try, который работает с ресурсом, с данными. Для того, чтобы нам с вами не думать о том, как обработать исключение, произошедшее в конструкторе. Ведь в самом деле, если у нас может быть исключение в конструкторе, то у нас может быть исключение и при закрытии файла. Ну, например, мы записываем данные на флешку, на медленный носитель. Данные еще не успели записаться, а мы вызываем команду «закрыть файл». Тогда произойдет, естественно, опять же исключение. Чтобы об этом не думать, создатели Java придумали для нас с вами удобный инструмент под названием try с ресурсами. Использоваться. Давайте напишем. Итак, writer я не буду инициализировать сразу. Я объявлю эту переменную просто как null. Ну, на самом деле, равно null можно не писать, присвоить null, да? Мы с вами знаем, что по умолчанию все непроинициализированные объекты равны нулю или нулу, если это ссылка. Ну, так будет красивее. А дальше я пишу следующее. Try круглые скобки. И создаю экземпляр класса FileWriter прямо внутри блока try. Прямо внутри параметров этого блока. Это и будет try с ресурсами. Особый вариант блока try, который позволяет автоматически закрыть некорректно открытый ресурс, ну и так далее. Естественно, у нас с вами появляется лампочка, которая предлагает нам обработать произошедшее исключение, которое мы с вами еще не обработали. Из-за того, что мы с вами try написали вручную, мы с вами просто выбираем подсказку «Добавить вариант catch», «Add catch clause», и появится вот такая штука. Наш с вами логгер и исключение IOException. Можно было это и руками написать, ну, мне захотелось вот таким образом.
Если повторно нажать на лампочку, то вот нам говорят как раз про этот самый try with resource, try с ресурсами. Ну, почему говорят? Потому что мы с вами остальной код не дописали. Давайте запишем файл, строку какую-нибудь. Давайте на русском. У нас же с вами Java юникодовская, значит, все должно хорошо работать. Так, стоп, а на что он еще ругается? Все же вроде в порядке. Я знаю, что ему не нравится. Ну-ка. Да. Все время забываю, где как пишется. В языке Java не надо заранее объявлять переменную. В Java сделали проще. В Java достаточно объявить сразу все в try. Объявление райтера прямо пишется в try. И переменные, и все остальное. Для того, чтобы по выходу из try автоматически закрыть открытый файл. То есть помните, на C мы с вами говорили, что закрывать файл не обязательно, автоматика все предусматривает. Вот здесь то же самое. Сейчас вот мы попробуем с вами файл не закрывать и посмотрим, запишутся ли данные. Ну, не знаю, имеет ли смысл писать обработчик исключения, у нас с вами ломаться нечему, программки у нас простенькие, ну давайте добавим вывод сообщения о исключении об ошибке на экран. Если у нас с вами файл не закроется, то надпись «Привет из Java» мы не увидим, ну потому что данные где-то посередине потеряются. Давайте проверим, будет ли try с ресурсами автоматически закрывать открытый текстовый документ. Для этого запустим программу. Программа у нас с вами не должна ничего написать, ну потому что у нас с вами нет никакой логики по выводу сообщения на экран. А в директории, в которой мы работаем, появится файлик в кодировке Unicode. Мы его в Java создали, поэтому его надо открывать в редакторе, который Unicode понимает, где есть наш с вами текст. Если бы файл не закрылся, то мы бы с вами надписи «Привет из Java» не увидели. Поэтому действительно try с ресурсами корректно работает с данными, все замечательно. Вот такой вот код. То есть, как видите, действительно на уровне классов работать с файлами становится проще. Но Java — это все-таки современный язык программирования. И если на Java решать стандартные задачи а-ля язык C, то, конечно, все будет работать так, как у нас написано, и никаких вопросов не будет, все будет и так хорошо. Но на Java хочется решать задачи более сложные. Зачем нам Java, если мы не можем работать там с разными кодировками символов, с тем же Unicode? Поэтому мы с вами сейчас в этот пример добавим еще один метод, второй, который будет уже считывать из файла строку. Первый кусочек мы с вами ввели данный файл, и все у нас с вами работает прекрасно. Файл автоматически открывается, автоматически закрывается, данные выводятся. Давайте попробуем данные прочесть. Сразу говорю, это будет гораздо сложнее. Try с ресурсами — это новое изобретение Java. Не помню, в какой Java оно появилось, но не сразу, причем достаточно недавно. Точно в 8-й Java уже есть, но, по-моему, в 7-й еще появилось, может, даже в 6-й, не помню. Try с ресурсами — это специальный вариант блока try. Он позволяет перехватить исключение, если у него возникнет в конструкторе, и автоматически закрыть созданный объект.
Если мы файл не закроем, то мы данные потеряем. Если забыть закрыть файл, то файл останется пустым. Java несколько иначе работает с файлами. Тут автоматическое закрытие файлов никому не гарантируется. Try с ресурсами позволяет перехватить исключения, если они будут в конструкторе. То есть у нас с вами создается файл, а прямо в конструкторе может быть исключение. Почему мы с вами начали об этом говорить? И открытый ресурс автоматически закрывается. Вот что такое try с ресурсами. Еще вопросы? Нет, конечно. Закрывает то, что вы в программе открыли. То есть если вы работаете с открытым файлом и открыли его не в try с ресурсами, то закрывать его придется также вручную, через команду close. Ну, собственно, как в C. Мы в C открываем файл fopen, закрываем fclose. Здесь будет то же самое. Но беда в том, что исключение может произойти и в закрытии файла, и в конструкторе. Поэтому, чтобы не было возни, чтобы не усложнять программирование для людей, которые работают с файлами, в Java придумали замечательную штуку try с ресурсами, которая автоматически открывает ресурс, файл, автоматически его закрывает, чтобы ни о чем не думать. Только так и надо программировать. Иначе вы закопаетесь во всех этих исключениях, которые черт знает где происходят. Лучше писать вот всегда так. Еще вопросы? Нет вопросов. Ну что ж, тогда давайте прочитаем, попробуем прочитать из файла строку. Для этого запрограммируем метод read from file. Аргументом будет тоже имя файла. Ну, давайте... Ну, например, такое название. И выведем на экран, что прочитали. Давайте реализуем еще и такой метод. С бинарными файлами мы с вами сегодня работать не будем. Бинарные файлы, они, как мы с вами с курса C знаем, гораздо сложнее, чем текстовые файлы для новичков, поэтому все программисты всегда начинают с работы с текстовыми файлами. Ну, бинарные файлы, в общем-то, здесь устроены точно так же, как и текстовые, как и бинарные файлы в C. Ну, мы просто с вами с текстом поработаем, чтобы было нагляднее, проще. В первых экспериментах, которые вы будете проводить, вам не придется работать с бинарными файлами. Ну а дальше появятся базы данных со стандартными алгоритмами. На самом деле, современному программисту редко приходится работать с бинарными файлами явно. Объявляем метод через лампочку. Давайте этот я закрою, чтобы кода было поменьше. Ну и наша с вами задача прочитать из некого текстового файла строку. Для того, чтобы программа была интереснее, давайте создадим текстовый файл в Windows. Ну, как в случае с курсом программирования на языке C. Мы же с вами на языке C учились что делать? Записывать файлы из языка C, а потом читать из языка C файл, созданный в Windows. Вот и давайте здесь сделаем то же самое. Давайте в нашей с вами файловой системе в Windows создадим обычный текстовый документ. Назовем его
string.txt. Напоминаю, что Windows по умолчанию скрывает расширение файлов. Поэтому, если у вас расширение файлов скрыто, файл надо называть просто string, без .txt. Иначе вы его не сможете открыть в Java, она постоянно будет ругаться, что файла нету. И давайте в этот файл тоже напишем текст по-русски, потому что, все помнят, да, что самое интересное в тексте – это вопрос соответствия кодировок. Какой-нибудь такой. Вот такой вот будет у меня файлик. Не забудьте сохраниться. Наша задача в Java прочитать свежесозданный в Windows файл и увидеть на экране надпись «Привет из Windows». При помощи какого класса нам нужно будет прочитать из файла строку. Напоминаю, что сами мы классы никакие здесь создавать не будем, будем пользоваться только всем готовым. С помощью какого класса можно прочитать файл? Файл reader, конечно. Файл reader, вот он. Во-первых, файл reader, как и файл writer, может обладать исключением в конструкторе. Try с ресурсами мы уже попробовали. Поэтому здесь я его писать не буду. Как мы с вами сказали, если происходит исключение в конструкторе, нужен либо try с ресурсами, либо нужно исключение передать дальше. Давайте в этом случае попробуем передать его дальше. А именно, кликаем по лампочке и выбираем команду add throws. Обратите внимание, в мейне появился тоже exception. Но мы к мейну потом вернемся. Исключение у нас файл not found, файл не найден. То есть пока даже не IO exception. А вторая проблема файл-ридера в том, что... А с помощью какого метода мне прочитать из файл-ридера строку? Encoding в переводе с английского это кодировка. ToString не. Весь файл в строку преобразовывать. А что если файл 2 гигабайта? Даже если бы это и сработало. Нет у нас такого инструментария. Все методы read в ToString привязаны к чару с квадратными скобками, то есть к массиву символов. Почему? Вот здесь небольшое лирическое отступление. Что такое текстовые файлы и почему они неудобны компьютеру? Текстовый файл – это интерпретация данных в виде текста. Когда компьютер работает, он интерпретирует абсолютно любую информацию, с какой бы вы ни работали, абсолютно любую. Как просто наборы байт. Как мы с вами знаем из основ программирования и законов Неймана, обработкой информации на компьютере занимается программное обеспечение. То есть пока не существует программы, которая бы понимала специальный формат файла, работать с ним будет нельзя. И поэтому чаще всего простейшие задачи решаются на уровне текстовых файлов. Вот только можно ли в текстовом файле что-то быстро найти? Нет, нельзя. Вспоминайте курс C. Можно ли в текстовом файле быстро что-то изменить и отредактировать? Нет, нельзя. Опять же, вспоминайте курс C. Все то же самое.
Устройство файлов, файловых систем, операционных систем с момента их появления более полувека назад мало чем изменилось. Поэтому есть такая очень серьезная и очень сложная задача, как Big Data файлы. Big Data — это не базы данных, это текстовые файлы, зачастую содержащие разрозненную и очень часто ошибочную информацию. Обработка Big Data файлов сложна, потому что на текстовом уровне, если у вас что-то не так, файл можно обрабатывать и считывать только посимвольно. Java — это кроссплатформенное программирование, она не обязана знать, как устроен наш с вами файл. Она может работать на считывании с файлом только на уровне каких-то стандартных конструкций. На уровне набора символов. Ну а как еще прочитать файл, если он представляет из себя набор символов? Чтобы читать строки из текстового файла, надо знать, где строки кончаются. Для этого надо уметь читать файл блоками, по строкам. Это должен быть отдельно запрограммировано, это должен быть отдельный класс. И это проблема. Потому что класс FileReader — это класс, который умеет читать файл в текстовом режиме только в лоб. Просто как наборы символов. Делить символы на строки, определять, где там \n стоит, вы должны будете сами. Не знаю, как вам, но мне не хочется это делать. Если бы я должен был это делать, я бы это на C написал. На Java хочется чего-то другого. Поэтому FileReader не годится для чтения файла построчно. Как быть? Нам необходим класс, который бы формировал строки сам. Как он должен называться? Вспоминаем курс программирования языка C. Можно ли читать или записывать файл посимвольно? Конечно, можно, но это медленно и неудобно. Поэтому, когда вам нужно передавать информацию куда-то или считывать информацию откуда-то, чем вы пользуетесь? Вспоминайте курс программирования языка C. Мы с вами можем работать с данными посимвольно. Но это медленно, потому что файл — медленное устройство и неэффективно. Чем мы пользуемся для того, чтобы ускорить чтение, запись данных? Вспоминайте курс C. Чем мы пользуемся? Мне нужно прочитать или записать данные в файл, ну или еще куда-то. Буфер, правильно. Есть такое понятие, как буфер. Буфер ввода-вывода. Буфер — это набор данных, которые представляют из себя блок данных, которые позволяют ускорить обработку ввод-вывод информации. Поэтому, если мы с вами хотим в автоматическом режиме, а не вручную, как в C, считывать строки из файла, нам с вами нужен класс под названием BufferedReader. Что Java универсальный язык программирования, а буфер, говоря, используются при вводе-выводе, при работе с сетями, при работе с файлами. Определяются каждой операционной системой по-разному. Поэтому для работы с буферами Java использует огромное количество классов под названием buffer, буфер, ну и так далее. Класс, который нам нужен, называется BufferedReader. Лучше написать подлиннее, иначе вы его очень долго в списке будете искать. Реально классов, которые содержат слово буфер, в Java очень много. Reader. Обратите, пожалуйста, внимание, что BufferedReader, буфер чтения, создается на основе ридера, то есть на основе поставщика данных, на основе класса, который будет предоставлять нам информацию. То есть BufferedReader мы создаем на основе файл-ридера, например.
Вот такая получается не самая маленькая конструкция. Почему? В buffered-ридере есть метод readLine, который позволяет, заполняя буферы, все то же самое, что в C. Только в C вы в явном виде буфера не использовали. Помните, да? Если только не занимались системным программированием. А в Java без этого, без буферов мы не сможем читать информацию, потому что у нас с вами кроссплатформенное программирование. Данные в разных операционных системах хранятся в разном формате. Мы не можем вручную все эти буферы программировать руками, поэтому мы используем готовые стандартные классы. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, что метод readLine возвращает строку, но сам по себе также содержит значение. Его тоже нужно вбросить. Мы с вами в методе readLine никаких обработчиков писать не будем. И вот у нас с вами получается такой вот красивый метод. Метод readFromFile в нашем с вами случае считывает наш с вами метод, генерирует два исключения: файл не найден и ошибка ввода-вывода. Откуда второе исключение берется? Может ли так получиться, что мы смогли открыть файл, но не смогли его прочесть? Итак, может ли такое быть, что мы смогли открыть файл, но не смогли его прочесть? Естественно. Представьте себе, что мы открыли файл, то есть файл есть, а дальше файл поврежден. Ну, например, ситуация такая. Вы открыли файл в момент, когда у вас было активное сетевое подключение, то есть вы открыли файл удаленный по сети. А в момент, когда вы начали файл читать, сетевое соединение разорвалось. Файл у вас вроде бы открыт, а читать из него нельзя. Но, как вы думаете, какое исключение круче, какое исключение серьезнее? Мы обязаны об обоих исключениях сообщать. Может, одно из них наследник другого? Вот ошибка – это. А если можно, то какое из этих исключений серьезнее? Что можно убрать, что можно оставить? Исключение ввода-вывода и исключение файл не найден. Это разные исключения? Ну, понятно, что разные. А связаны ли они? Можно ли избавиться от одной из команд froze? Not found серьезнее. Ну, смотрите, not found серьезнее. Что такое ошибка к ресурсам ввода-вывода, правильно? Если у нас с вами происходит ошибка ввода-вывода, то однозначно происходит и ошибка файл не найден. Сервер трансляции при перед. Итак, что все-таки серьезнее? IO exception или file not found?
Если будут продолжаться какие-то проблемы, вы мне пишите. Нам с вами на самом деле немножко осталось, надо дообсудить. Тут буквально пару строчек осталось написать, и мы перейдем к лабораторной. Еще в обязательном порядке коллекции, и будем переходить к лабораторной работе. Итак, какое исключение серьезнее? Ввода-вывода или файл не найден? На самом деле, гораздо серьезнее исключение ввода-вывода. Исключение файл не найден является наследником исключения ввода-вывода, потому что ввод-вывод – это общие задачи работы с файлами, консолями, мало ли где еще ввод-вывод осуществляется. Поэтому мы с вами можем убрать одно из исключений. То есть не обязательно все прям исключения перечислять в команде throws. Вернуть из метода нам с вами нужно string, str. А в мейне у нас с вами исключение связано с тем, что метод readFile генерирует серьезные исключения ввода-вывода. И мы его либо обязаны обработать, либо обязаны о нем сообщить. Мы его с вами обработаем. Я выбрал команду surround statement. Смотрите, что произошло. Он разбил код на куски. Что-то мне это не нравится. Не всегда автоматика генерирует тот код, который вам нужен. Иногда писать приходится руками. Так что всегда читайте, что делает автоматика. Мало ли. Понятно, что выводить на экран строку, если мы не смогли прочесть, бессмысленно. Поэтому лучше в блок try поместить обе команды и сделать это вручную, иначе автоматика начинает все разбивать на куски, какие-то очень странные. То есть иногда приходится код писать руками. Поэтому всегда смотрите, анализируйте, что вам генерирует автоматика, какой код получается. Возможно, что и пользоваться вы им не сможете особо. И тут появляется вопрос, а что лучше, try с ресурсами или обработка снаружи? Вопрос, на самом деле, без ответа. Зависит от кода, который вы пишете, здесь нет общего рецепта, да и быть не может, к сожалению. Ну что ж, запустим нашу программу. Что пошло не так? Максим, а вы в какой операционной системе работаете? А вы файл создавали в блокноте или в стороннем редакторе? Да, у нас с вами слетела кодировка, абсолютно верно. Мы создали файл в Windows. Windows использует кодировку CP1251, код Page 1251. А Java работает в Unicode. У нас несоответствие кодировок в блокноте. А у вас не включено ли случайно по умолчанию, не включено ли случайно сохранение автоматически в Unicode? Просто если вы в блокноте обычном виндовсовом создавали файл, он должен был вот так, как у меня, вывести. Хотя, если вы написали по-английски, то вопросов нет. Он в русских символах сломается. Английский-то он у меня напечатан. Итак, у нас с вами... странно тогда, не знаю. Проверяйте, может, у вас блокнот просто настроен на сохранение в Unicode файлов. Там, когда вы сохраняете, можно кодировку указать. Итак, у нас с вами слетела кодировка.
Что делать? Нам необходимо несколько... Да, UTF-8 это и есть Unicode. Денис, а вы в какой операционной системе работаете? И если в Windows, то в каком редакторе создавали файл? Опять же, Денис, проверьте, возможно, у вас блокнот настроен на автоматическое сохранение файлов в Unicode. При сохранении посмотрите, что он пишет. Итак, как быть? Этот кусок надо закомментировать. Это работать будет только если файл написан в Unicode. Если файл содержит другую кодировку, перед заполнением буфера нужно определить, в какой кодировке вы будете этот буфер заполнять. Для этого в языке Java используется конвертер. Зачем этот конвертер нужен? Все понимают, что если мы на Java начали читать файл как символы, то мы уже работаем в Unicode, и поезд ушел. Поэтому нам нужно читать файл как байты, и чтобы Java сама сложила из этих байт символы. Для этого мы должны читать файл как поток, как бинарный файл. То есть мы с вами уже приближаемся к бинарным файлам, которые реально удобнее компьютеру. Но так как мы по-прежнему хотим работать со строками и не заморачиваться, мы должны сконвертировать байты в символы. Пишется это так. Сейчас, а чему не нравится? Я лишний код удалил. Смотрю, все вроде правильно. Господи. Угу. Особенностью input stream reader является то, что у него есть конструктор с двумя аргументами, где второй аргумент – это таблица кодировки символов. Нет, все правильно. Секундочку. Угу. Все правильно. Input stream reader, new file input stream. Я где-то в скобках запутался. Почему плохо переписывать код уже написанный? Давайте я его заново напишу. Значит так, new buffered reader создается на основе new input stream reader с двумя аргументами charset и input stream. Сюда мы подставляем new file input stream вот такой вот, а сюда ставим кодировку. Надо было на одну скобку. Ну, мне проще было заново написать. Поэтому я терпеть не могу программирование в современных языках. Вот все работает.
Ну и вот тут самый замечательный момент. Вспомнить то, о чем мы говорили на первом занятии. Помните, Java is easy. Java — это простой язык программирования. Ну, действительно простой. Надо было просто для того, чтобы прочитать одну строку, создать экземпляр класса, который создается на основе двух других экземпляров класса. А так все действительно элементарно. Такая вот штука. То есть, если мы с вами начали читать файл как символы, Java все интерпретирует в Unicode. Все, уже поздно. Если у нас кодировка не та, уже все сломается. Нам нужно читать файл побайтово и конвертировать в символы, используя автоматику Java. Почему все так сложно и громоздко? Потому что Java кроссплатформенное программирование. В Linux может быть и Core 8 какой-нибудь, и другие системы кодировок. Кто-то в ASCII работает. Так что вот так. Вот что такое чтение, запись файлов на Java. Нам осталось только разобрать, что такое коллекции. О коллекциях в основном мы с вами будем говорить завтра. Я сегодня только начну рассказ о них. Сегодняшняя лабораторная работа связана с использованием одной коллекции, поэтому я должен сейчас буду рассказать, в чем заключается лабораторка и что такое коллекции. И дальше можно будет это все попрограммировать. Ну а завтра мы еще ко всему этому вернемся. Вопросы? Вопросов нету. Замечательно. Сохраните, пожалуйста, эту программку на память. С файлами работать вам обязательно придется. Бог его знает на сколько на низком уровне. Итак, последняя вещь, которую мне хотелось бы сегодня прокомментировать, о которой мы в основном будем говорить завтра, это что такое коллекция. Как мы с вами знаем, в языке C глобально два вида особых, сложных, как говорят, структурированных типов данных. Это массивы и структуры. Но опять же, как мы с вами знаем, из основ программирования существуют и другие конструкции данных. Это стеки, очереди, деревья, списки, их много. В языках программирования классических типа C и C++ все эти конструкции программируются зачастую индивидуально. То есть пишутся с нуля, опираясь на некую базовую логику, ну и так далее. В современных языках программирования все это уже реализовано. На Java уже давным-давно есть класс Array, реализующий работу с массивами, есть класс List, реализующий работу со списками. Ну, правда, он является абстрактным классом, его необходимо дописывать, но базовую логику он содержит. Есть класс Stack, есть класс Очередь, есть деревья, есть все, что угодно. Библиотека в современных языках, которая содержит все эти современные конструкции, массивы, списки и прочее,
называется интерфейсом коллекций или библиотекой коллекций. Коллекция — это в современном языке программирования готовая реализация какой-то красивой, сложной, специальной структуры данных. Что позволяют делать коллекции? Ну, на самом деле, много чего. Помните язык C, когда вам рассказывали про управление памятью? Всегда можно уменьшить размер динамической памяти. Понятно почему? Потому что если вы уже память выделили, у вас программа работает, а не сломалась, ну, значит, уменьшить размер можно всегда. А вот увеличить размер не всегда получается. И нужны специальные алгоритмы. Мы с вами хорошо знаем, что такое стэк. Принцип работы, LIFO, last in, first out. Последний вошедший выходит первым. Тоже конструкция хранения данных. В Java все это давным-давно запрограммировано. Уже есть инструментарий, касающийся изменения размеров памяти, уже реализованы стеки, все уже запрограммировано в виде общей конструкции под названием collection. Коллекция. Используется все это для удобного и простого хранения и обработки информации. При этом самим вам не нужно разбираться в том, как эти коллекции реализованы. Более того, вам даже не надо знать, как они работают. Ими нужно просто пользоваться. Собственно говоря, в этом и будет заключаться сегодняшняя лабораторная работа. В лабораторной работе 4 вам необходимо будет на основе лабораторной работы номер 3, опять же, у кого лабораторка 3 получилась, лучше реализовывать 4 на основе своей 3. Кто не уверен, берите готовое решение, которое в папке Lab 4 присутствует. Вам необходимо будет сделать следующее. Нужно будет получить на вход имя файла, которое нужно обработать. Либо тестовую строку, но это для тестовых экспериментов, либо имя файла, который нужно обработать. Это вам Simple Parser передаст. Имя выходного файла в лабораторной работе не используется, но все, кто хочет, может воспользоваться им для того, чтобы вывести результат в файл. Попробуйте, можно доработать лабораторную работу, сделать ее поинтереснее. Сама задача заключается в следующем. Автоматически разбить на слова. За это будет отвечать класс StringBuilder. Вам не придется самим, прошу прощения, String Tokenizer. Это автоматический класс, который разбивает строки, текст на слова. Вам не придется самим это программировать, он будет делать все сам. Вам нужно будет только указать цепочку символов, которые будут разделять слова. Вы это увидите. В лабораторной нужно будет создать экземпляр класса String Tokenizer, и у него в конструкторе один из параметров будет строка с разделителями. Чем больше разделителей вы запишете, ну и так далее, тем лучше разобьется ваш текст на слова. И далее, после того, как текст будет разбит на слова, файл будет разбит на слова, вам нужно будет посчитать частоту, с которой эти слова встречаются в тексте. Логика будет очень простая. Вы будете работать с некой коллекцией, с коллекцией слов. Если вы нашли новое слово, и его в коллекции нету, вы его добавляете с частотой встречи 1. Если вы нашли слово, которое в коллекции уже встречается, частоту нужно увеличить на единицу. В
качестве коллекции в лабораторной работе вам будет предложена конструкция под названием HashTable. Не пугайтесь того, что любой редактор напишет вам, что коллекция устарела. Это нормально, задача просто старенькая, но зато все будет работать. Только там, по-моему, буква Т маленькая, вот так, по-моему, пишется. HashTable – это автоматическая коллекция с хэшированием. Это коллекция с очень быстрым поиском, что очень хорошо для работы с сбором статистики слов. Она также будет работать в автоматическом режиме. Разбираться в том, как работает хэш, вам не придется. Все будет работать само по себе. Правда, в лабораторной работе опять будет второе упражнение «Улучшить код». Ну, кто не придумает, завтра мы второе упражнение обязательно вместе разберем. Это я обязательно завтра прокомментирую. Итак, ваша задача. Используя готовые классы Java, не создавая ничего своего, разбить файл или тестовую строку на слова и посчитать, с какой частотой в этом тексте встречаются слова. За разбиение будет отвечать класс StringTokenizer, за поиск слов и их хранение коллекция HashTable. Ну а как решать второе упражнение, мы с вами обязательно разберем завтра. Мы, собственно говоря, с этого начнем занятие. Вот это вот итоговая лабораторная работа фактически. Ну, у нас есть еще пятая, но завтра я не уверен, что мы успеем провести лабораторную работу. У нас завтра занятие очень насыщенное, материала много, он сложный. Так что вот такая штука. Вот в чем заключается лабораторная работа.